Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 4 марта 2022 года. И сегодня мы проведем Zoom-стрим, и все желающие смогут принять участие. Объявление. Уже неделю как мой канал был забанен, я об этом делал объявление. На другом канале Human Rights Center Ичкерия есть канал, я попрошу моих модераторов, или я сам попозже, если они не объявятся никто, размещу ссылку на этот канал, на него тоже подписывайтесь. Сегодня бан снят с нашего канала. Атака очень сильная на ТикТок. На ТикТоке меня снова забанили, за эту неделю меня на 3 дня банили в ТикТоке. Потом сегодня снова забанили. И вот еще на неделю, по-моему. Потому что очень много жалоб поступает на наш канал. Постоянно жалуются. Всем недовольны фашисты из России. И везет тому, кого не банят. Очень странно, что никого не банят. Только вот меня, Радио Свобода теперь начали банить. Теперь уже Радио Свобода до моего уровня поднялись, получается. Ну ладно. На Ютубе я был забанен по своей вине, поэтому не будем лишний раз на них перекладывать вину, в которой они не виноваты. Да? Так, давайте, друзья, я тогда сейчас сделаю приглашение. И вы сможете, все желающие, принять участие. Так, всех витаю, всем ва алейкум ассалам, всех приветствую, друзья. Вот, закреплено наверху. К большому сожалению, опять на ТикТоке забанили, но будем бороться так, как можем в силу своих возможностей. Очень сильно мешает фашистам из России наша правда, наш анализ, наша аналитика. Но вот ничего они сделать не могут, кроме как забанить там где-нибудь в ТикТоке. Ну, ничего страшного. Так, Фрай Рокки, ва алейкум ассалам, ва алейкум ассалам, гутен абенд, Аслан, мистер Икс, гутен абенд. Приветствую вас, мистер Икс. Нон-стоп, мистер, витаю вас, нон-стоп. Мадина, ва алейкум ассалам, Чечня, не Россия. Всех приветствую. Эд Мамедов, салам, Асламбек Тутаев, Сергей Бандера, Сергей Навара Пиола. Ну вот, леди, конечно же. Всех витаю, всех приветствую. Там Facebook закрыли. Да, Facebook закрыли. России наступает конец. И смотрите, какая ситуация может развиваться. Мы думали над этим. Я очень подозревал, да, все действия, которые происходят в Украине, они имеют какой-то запасной всегда вариант. И когда русские захватили Чернобыльскую атомную электростанцию, сразу же мысль пришла в голову, они туда прорвались, и сразу пришла мысль в голову, что, вероятно, этой атомной электростанции они будут угрожать. Потому что нет необходимости русским в первую очередь ее захватывать, если у них нет на нее каких-то планов. Потому что украинцы сами у себя взрывать атомную электростанцию не будут на своей территории. Только враги, оккупанты могут взрывать на чужой территории атомную электростанцию. И вот сегодня поступила новость, где Давид Арахамия, представитель Зеленского на переговорах, там кто-то он там в
в администрации президента Украины, который, вот видели видео предыдущее, которое я выкладывал здесь. Вот он, Арахамия, фактически раскрывает планы Путина, откуда он их знает, да, если он не их человек. И вот там он называет нас чеченскими боевиками, чеченскими террористами. Точнее, не нас, а тех, кто служит Путину и России. Они сами себя называют путинскими пехотинцами, россиянами и так далее. Никакой полноты или даже определенной свободы действий у них нет. Это абсолютно зависимые от Москвы и ФСБ люди, Кремля, России люди, зависимые от них. И все равно, несмотря на это, несмотря на то, что в Украине воюют чеченцы, очень большое количество воюют чеченцев на стороне Украины. И вот этот пропагандист и провокатор говорит такие вещи. Но можно бы, ну, сказал и сказал, мало ли кто из несведущих, хотя он не может быть несведущим, мало ли кто может сказать чеченские террористы или чеченские боевики. Да, последние там 27 лет с начала Первой русско-чеченской войны русские нас как только не называли. И их пропаганда весь мир теперь узнал очень мощная, очень сильная. И этот лейб, эта марка к нам уже приклеилась в определенной степени, хотя мы с ней боремся в силу наших возможностей. Но он говорит следующее, что они могут потребовать независимости Ичкерии. Что за бред, скажет чуть-чуть в теме человек. А тот, кто не в теме, тому можно эту сказку скормить. Он говорит, что чеченцы могут потребовать независимости. Значит, наши убийцы, наши враги, которые за 20 рублей, за 2 копейки продались России, убивают, пытают, все, что возможно, унижают, все, что возможно, объедают, грабят свой чеченский народ. Вот эти люди, ценой рискуя своей жизнью, вплоть до взорваться, да, в атомной электростанции, они будут требовать независимости Чеченской Республики Ичкерия. Это вообще это в порядке в головой, все нормально. Но там есть маленькое но, которое, если допустить, то картина раскрывается полностью. А картина такая. Мулла Духовного управления мусульман, муфти Чеченской Республики Салах Межиев объявляет джихад, войну против Украины. Задумайтесь, на стороне русских оккупационную, завоевательную войну против людей, которые ничего не сделали, ни одному, не то что чеченцу, ни одному мусульманину. Да, там очень свободно живут, даже по сравнению с многими странами, не говоря уже о фашистской России. Мусульмане живут свободно, все там живут свободно, там евреи избирают на президента, у них главный оппозиционер тоже еврей. И живут и самые толерантные люди, наверное, во всей Европе живут в Украине. И он говорит, муфти Салах Межиев говорит, что он объявляет джихад Украине, и что они на священной войне. И самое интересное, появляются ролики кадыровцев, путинских пехотинцев с нашидами. Нашид — это арабские песни из разной суры из Корана, это может быть просто песни, да, такого религиозного толка. О любом, они могут быть, я не знаю, ну, на любую тему, да, они могут быть и про войну, и про джихад, и про любовь парня к девушке, любовь матери к сыну, сына к матери, дружбу, ну про что угодно может быть. И вот начинается накручивание и делание из кадыровцев, тех, кто носят кресты на шее, которые говорят «мы россияне» и так далее, и так далее. Вот эти люди сейчас вполне, может быть,
могут представиться какими-нибудь исламскими фундаменталистами, там, исламистами, да, радикальными мусульманами, которые не приемлют другие взгляды, другие течения. И вот в этой ситуации очень-очень понятно становится, о чем говорил Давид Арахамия. Другой вопрос, откуда у него эта информация, почему он об этом говорит. И получится какие-нибудь под видом. Мы знаем, что у ФСБшников, да, вот мы знаем блогеров, которые здесь в Европе с длинными бородами, вчера они за шариат топят, потом они топят за демократию, потом они топят за ЕС, потом они приезжают, никто к талибанам в Афганистан не едет. Здесь они нам эти сказки рассказывают, ну, лицемерные твари. Вот эти твари работают на ФСБ. И таких людей очень много. И в Сирию их отправляли, и в другие места отправляли, и в самой Чеченской Республике, и в Дагестане они были, и везде, и везде. Причем некоторые даже не мусульмане. Например, я был в одном уголовном деле, я был адвокатом в одном уголовном деле, и там был человек, который спровоцировал группу молодых людей, подставил фактически под видом такого ярого мусульманина. Представлялся абхазом, а по факту был грузином. У меня все это есть в материалах дела. Я участвовал в этом процессе. Потом этого грузина спрятали, но он очень хорошо знал Коран. Вот Арахамия, Давид Арахамия, приблизительно такой же грузин, который сейчас провоцирует и пытается на нас взвалить вот это бремя, от которого мы всячески пытаемся избавиться. Это большая угроза для чеченцев, проживающих в Украине, воюющих в Украине, и для всех чеченцев в целом. Потому что как будут развиваться события? Какие-нибудь радикальные... Путин начинает проигрывать. Фактически, да, мы понимаем, что фактически российская армия утилизируется сейчас в Украине. Просто на уничтожение идет эта армия. У нее нет никаких шансов в Украине. Соответственно, нужны какие-то экстраординарные методы. И этим методом может быть группой кадыровцев под видом каких-нибудь ярых исламистов захватывается атомная электростанция, вероятно, это может быть Чернобыльская атомная электростанция, которая находится под контролем. Да, они могут все что угодно под контролем России, но они могут все что угодно разыграть для того, чтобы сделать так, что какие-нибудь исламисты отбили у них. Вот они с боями потеряли. Помните Алеппо, помните Пальмиру. Там были игишевцы, ИГИЛ такие есть, да, которые отдавали Пальмиру. И прилетал оркестр российский и давал там, Гергиев, помните, да, давал там концерт. Потом снова захватывали, потом опять русские у них там забирали. Так что взаимодействие с ФСБшными исламистами у ФСБ с давних времен. И это не сейчас даже, а еще с советских времен. И вот такой может быть сценарий. Если я его расскажу, вероятно, им придется его менять или переигрывать, или еще что-то делать. Какие-нибудь там ярые исламисты отбивают у русских Чернобыльскую атомную электростанцию, какой-нибудь реактор, заходят туда, заминируют это все, и оттуда начинают в масках там где-нибудь выдвигать требования. Выдвигают требования с целью независимости Чеченской Республики. Как версия, да, на правах версии. В случае отказа они просто подрывают ее. И ее можно подорвать дистанционно, допустим, там может оказаться, причем в этой группе могут быть обманутые на самом деле реальные исламисты. Но руководить и управлять этим всем, как мы видим, как это все развивается, от захвата Чернобыльской атомной электростанции до вот этого изречения Арахамия и вот этих нашидов, которые кадыровцы накладывают на свое видео, это может произойти так, что
непосредственный агент может выйти, а полезные идиоты, которые там останутся, они просто подорвут атомную электростанцию. И в этот момент вся Европа, не говоря уже про Украину, полностью будут парализованы и нейтрализованы. И в этот момент Путин, который всегда утверждал, хотя эти исламисты, террористы исламистские, это выращенные из ФСБ, из пробирки ФСБ, из лаборатории ФСБ, люди, которые умело манипулируют, как тот грузин, представлявшийся абхазом, который очень хорошо знал Коран, очень хорошо знал ислам. Точно так же Путин может сказать: смотрите, я борюсь с этими исламистами, вы их взяли в свои ряды, потом Украину еще обвинят. Там нацисты, исламисты в Украине. И вот смотрите, вот что было. Путин не виноват. Он же не взрывал, он же не несет за это ответственность. Атомную электростанцию взорвал кто-то другой. А за что Путина бомбить? И ситуация в мире полностью переменится. Если этот план в таком виде или в чуть-чуть измененном виде, он применит. Поэтому как можно быстрее я пытаюсь донести эту информацию до общественности, до западных людей, которые меня, может, увидят и услышат. Чтобы понимали, что может быть все что угодно и будут пытаться взвалить эту ответственность на нас. И по всей видимости Давид Арахамия получил вот этот фантастический сценарий захвата какими-то кадыровцами, которые будут требовать независимости для Ичкерии, во время своих встреч с русскими террористами, с которыми он встречался. Возможно, от Слуцкого, это еще тот ублюдок. Еще кто-то может быть. Может, Мединский от Путина передал этот план. Непосредственно, лично Арахами. Так что, господа, будьте внимательны. Так, сегодня у нас стрим, друзья, Zoom стрим. Вы можете заходить. Почему-то я вас никого не вижу. Давайте почитаем ваши комментарии и обсудим дальше. Так, Аслан, недавно смотрел украинские новости. Говорят, что кадыровцы захватили атомную АЭС. Прокомментируйте эти басенки. Вот как раз я это и комментировал. Кадыровцы, ну, знаете еще что очень интересно? На украинских каналах начинают общаться с российскими оппозиционерами. Канал 24, как раз вот этот Арахами на этом канале выступал. Это Фейгины, кто там у них, и это Гордон их там, Гордон их с ними интервьюирует их. И, короче, то же самое, что было у нас в Чечне, понимаете? Какие-то фейковые имитаторы оппозиции, Ходорковский рыдает, фашист, имперец Ходорковский делает вид, что он плачет. Самая лицемерная тварь просто на этой земле. Сидит, который вчера лично с оружием в руках готов был идти воевать против чеченцев, против которых они устроили геноцид и убили 30% граждан. И Гордон сидит и с ним вместе там сопли жует. Смотрите, что сейчас происходит с Украиной. Вот эти имитаторы, которые сейчас представляют, ну я не знаю, для кого они даже представляют. Ну, делают вид, что они какая-то оппозиция в России и так далее. И на них сейчас вот разные украинские журналисты, на самом деле честные, пытаясь, хотя может быть и только пророссийские, они пытаются повлиять на них, выводите людей. Потом еще одно замечание, украинцы. Пленным дают сигареты, там все положено, ну, как положено, да. И вы им говорите, выводите людей, скажите им выводить людей на улицы и так далее, и так далее. Они не будут выводить людей. Вам не нужно было это говорить.
И когда к вам попадает русский, и на него камера направлена, все такое, он уже фактически уверен, особенно когда он позвонил родителям, он уверен, что его уже не убьют. И в этот момент, когда он знает, что его не убьют, он может себя вести как угодно. И родители их, и когда завтра они попробуют выйти на митинги, чтобы их сыночков там, да, не отпустили, там, не били там, и так далее, обменяли. И когда они выйдут, им первое, что им скажут: ах, это укропы вам сказали, вы, значит, за укропов сейчас делаете. Вот какая ситуация. Чуть-чуть неправильно ведется вот эта работа, которая ведется. Так, к нам заходит Ибрагим. Ночью Нова говорит, как чеченцы могут просить у Украины независимость Ичкерии? Это же бред. В том-то и дело, вот представьте, что говорит этот Арахамия. Захватывается атомная электростанция, если это захватят исламисты, да, ФСБшные это будут, 100%. Если они это захватывают, и они объявляют всем кафирам, всем кефирам, всем молочным продуктам войну, и говорят, мы вас всех убьем, и даже взорвут ее, да, взорвут для того, чтобы поставить Европу на колени. Это как-то еще объясняется. А если это делают кадыровцы, россияне то есть, и требуют независимости Ичкерии, то они могут требовать эту независимость только у России, потому что Россия оккупировала их. Ну а зачем захватывать эту атомную электростанцию в Украине, если захватили и твою землю в России, русские? Русские, наоборот, скажут: взрывайте, никакой независимости не дадим, давайте взрывайте, уничтожьте Украину. Единственным выгодоприобретателем, бенефициаром взрыва атомной электростанции, как бы ни развивались события на территории Украины, является Путин, фашистская Россия и ФСБ. Других вариантов нет. Запомните это. Потому что ситуация набирает обороты, будет развиваться, очень стремительно будет развиваться. И в один прекрасный день или непрекрасный день мы проснемся и узнаем, что какие-то исламисты захватили, исламские, конечно же, они будут, террористы захватили атомную электростанцию. Так что имейте в виду. Так, почитаем еще ваш комментарий. Так, Машволь, Ибраим, очевидно. Да, маршал, приветствую всех. Доброго времени суток всем зрителям. Масерги Саламашев. Или Саламашев, Машволь. Для поддержки чуть-чуть я тоже зашел. Вот по теме того, что ты сейчас говоришь, ну это как мы постоянно пытаемся это объяснять. Именно вот эта религиозная карта, это козырь в руках Путина, в руках Лубянки. Вообще на этом он взошел на трон, используя эту карту. Вот в сети, если даже посмотреть, например, в данный момент в России, по-моему, 15 лет там за пропаганду сейчас приняли, они что-то там новое, типа за пропаганду, ну, если кто-то, люди говорят даже, что в Украине идет война, или там убивают гражданских, то это у них будет сейчас преследоваться. И вот даже мы, если наблюдаем, видим некоторые интервью, там берут у прохожих, они настолько запуганы, уже они отнекиваться начинают. Лена, я за Путина, там сразу, вот такое вот у них настроение. И вот смотри, при всем, при вот этом, посмотри десятки исламских сайтов на российских ресурсах. Ислам.ру, Умма.ру,
Уда Медиа, какая там Ислам Today.ru. Короче, десятки. Просто вот если зайти, посмотреть, как это так, как это все может функционировать. Тут, если могут полную цензуру накласть, то именно вот в этом, в плане вот этого религиозного вот этих игр, да, там это наоборот все как бы у них идет вот наоборот, как сказать, популяризация, да, вот этого всего. Да, Всякие вот эти, потом Костекские, какие-то Кучинский, Сальситлин, это все льется без каких-либо банов, без ничего, полностью, с ютубов, откуда угодно. Роскомнадзор не запрещает на территории фашистской Никого, да, России. не банит, ничего. Наоборот, даже там накручиваются подписчики. Ну, это в России даже функционирует. Вот эти вот люди, которые там и там, они... Да? Вот, все вот это вот нагнетение. Но это, этим, я думаю, вот этот случай, да, что сейчас озвучили, вот эти украинские непонятные какие-то чуваки, да, которые... Вот, видимо, уже есть там что-то такое, разыграть вот эту карту. Да, вероятно, да. Так, к нам зашел Джамал. Он поднял руку. Джамал, нохчувую, ассаламу алейкум. Тебе слово. Только мы тебя не слышим. Видимо, микрофон не включен у Джамала. Бывает такое, когда в Zoom заходишь. Наверное, тебе нужно выйти и еще раз попробовать войти. Эдмомедов спрашивает, сколько осталось РФ как государству? Не знаю это, не знаю. Но если взорвет атомную электростанцию, продлит свой век Путин и ФСБ. Так, Астан, поговори об этом с Сотником, у него большая аудитория и в России, и в Украине. Да, хорошо, поговорю обязательно. Скажу ему эту тему. Все вот эти вот господа Ходорковские, которые сейчас вот эти вот концерты показывают, там кто-то всплакнет где-то в эфире, кто-то еще что-то там. Все вот эти какие-то Муратовы, какие-то ихние вот эти вот СМИ, Да. и средства массовой информации, и все, что вот здесь орудуют, здесь на Западе. И вообще те же самые там какие-то другие, да, там, политики других стран мира, все не дают чеченскому народу, да, не дали в свое время, и сейчас нам запрещают, пытаются нас под эту Россию подмять, да, способствуют вот этим русским, вот этой империи, полностью способствуют им, чтобы нас там, я не знаю, зажать, из нас сделать что угодно, рабов из нас сделать. И тут же пытаются нас винить, как бы подчеркивая нашу Украина нас чеченскую даже не национальность. признала за все это время. И еще нас называют россиянами. Да, к сожалению. Но сейчас вот из-за ситуации в Украине именно к украинцам я так не хочу обращаться. Это не в такой момент надо об этом говорить нам, как бы. В такой в данной ситуации это вообще трагедия, что сейчас там происходит. Ну так вот, если в целом, да, вот эти все какие-то правозащитники, Милашины, какие-то правозащитницы, потом кто там, Каляпины, Маляпины, вся вот эта вот их свора, это люди, которые не дают нам наше законное право. Отсюда и возникли и кадыровцы, и все это, вот вы поспособствовали этим кадыровцам, вот этим исламистам, вот этим безбашенным всяким. Именно вот эти вот действия, вот это лицемерие, оно и взращивает этих людей.
человек, как мы знаем, он пытается, это вообще такое существо, да, что оно умудряется выжить, прижиться к любой среде. Естественно, если запихнули туда чеченцев в Северную Корею, да, где даже Северная Корея в сторонке иногда курит, сделали из них рабов Путина, потом недовольны, а вот рабы теперь идут нас убивать. И, ну, не то, что нас, весь мир имеется в виду. Вот надо это тоже объяснять как-то. Так, в таком случае один вариант бросить против захватчиков АЭС батальон Евро-Нохче. Аргно, ну мы ж с тобой не поедем туда, правильно? Поэтому давайте не будем, если мы никуда не едем, никого посылать на войну. На войну может призывать идти, звать на войну только тот, кто сам сидит в окопе и может призывать. Никто не имеет права после геноцидный наш народ отправлять на войну, призывать идти на войну и так далее. Никто никого не уполномачивал. Вот сидишь в окопе, вот тогда, да, я никого, конечно, не осуждаю, кто там, наоборот, я всех поддерживаю. Но ехать, воевать, кто бы не призывал туда, какие-то батальоны собирать, надо пойти, взять своих сыновей, поехать в окоп, сесть и сказать, я здесь, давайте подтягивайтесь. Вот тогда, да. Кто захочет, тот поедет. Хотя я сомневаюсь, что после такого призыва кто-то поедет. Так, Асан, по украинским новостям передай, что так называемые захватили Запорожскую АЭС. Прокомментируешь? Я уже прокомментировал. Это все бред. Данон ушел с рынка России, поэтому кадыровские карманные шариачки пошли в Украину, чтобы объявить джихад кефиром и всем молочным продуктам. Да-да. Так. Айфонов, Аслан, тоже в ближайшее время русскому миру не видать там у себя. Да, много что запрещается. Где-то была это у меня или фотография, или перечень вот этих всех у нас где-то. Вообще iPhone, его надо было давным-давно уже заблокировать, не продавать на рынок вообще в Русскую Федерацию, не пускать это дело. Тогда бы уже, ну, да, это, если нас спрашивать, тоже, вот знаешь, я сегодня наблюдаю вот за этим, что происходит там в информационном вот этом пространстве. Вот эти санкции, их тоже нелегко накладывать. Они создают обратный эффект тоже. Вот сегодня, например, в Австрии дизель стоит уже евро 80. Если до войны, до вот этого нападения, террористического нападения Путина на Украину, это было 12-13 евро у нас, то сейчас это уже 18. И вот этот обратный эффект, из-за него все равно это тоже по карману и Европе бьет, и Западу бьет. Чтобы, как бы зная, да, что это будет, и обратно, ну, если здесь это так, то Россия, мы уже понимаем все, что в ближайшее время она в Северную Корею превратится. Но, тем не менее, вот этот обратный процесс, который из-за него как бы граждане европейских стран, там, Америки и вообще Запада в целом, зная вот это, что политики, они знают, что народ не поддержит это. Вот такие вот меры. Ну, на фоне того, то есть должно что-то произойти, чтобы этот народ как бы был готов проглотить вот это. То есть переживем как-то, чтобы вот такое вот настроение было у народа. Для этого должно было что-то произойти. Но сейчас, как я вижу, это уже произошло. Потому что Путин сел и начал размахивать волыной в сторону Европы, там, в сторону Запада. Будет, короче, ядерное оружие применять. А это, знаешь, свободных людей, это наоборот выстрел себе в ногу.
свободных людей пытаться запугать. Поэтому сейчас, там, знаешь, все санкции будут включены. Северной Кореи, России не избежать. Или что-то похожего на это. Видео включите, Ибраим, Алюй, так будет лучше, Алюй, Машволь. То... Руслан, я сейчас такой не... Маш штабсанок, неподходящий, ярцун делать, Я ищу пока, Руслан. В следующем стриме, короче. Блин. Открытым забрали, как говорится. Я думаю, что ради спасения мира от радиации и предотвратить подлую провокацию Путина Украины должны срочно признать Ичкерию и не будет смысла взрывать. Отличная идея 6 августа, Черей. Отличная идея. Но проблема в том, что признание это еще не деоккупация. Вот что. Они могут попробовать требовать вывести войска из Чеченской Республики. Они это могут потребовать. А признание, ну да, признает нас мир. Грузия нас признала. А толку? Тойзан Машволь. Да, Альви, тебе слово, пока Тойзан звук подключается. Я хотел прокомментировать то, что ты сейчас сказал. Вот это признание. Хорошая идея, действительно. Как бы выбивается из-под рук у них этот козырь, который они готовят с признанием. Но мне кажется, это нереально. Это нереально, потому что вот эта власть украинская, но вот Арахамии, вот эти его советники, этот Подоляк, переговорная группа, раз они переговариваются, значит, они рассчитывают с Россией как-то переговориться там, в конце концов. Так? Логично же? Раз. Да, что они этими переговорами рассчитывают, что они как-то с Россией договорятся. Иначе переговоры не стали бы вести, если они не думают. Но с Россией можно договориться только на одном условии, не признавая Ичкерию. То есть одним из условий, которое там не было бы это. То есть это означает, что они на это согласились, что не будут признавать Ичкерию. Я думаю, что поэтому и засекретили вот последние вот эти переговоры. Они не говорят, не комментируют, что они, но говорят, что в целях безопасности они не будут. Мы заговорили с российской группой, что не будут эти переговоры, о чем они говорили, разглашать. Я прочел этих новостях недавно. Плюс еще совершенно дикая новость для меня была, вот не то, что ты даже, что ты говоришь. Вот то, что там кадыровцы захватили какую-то станцию, там убили вот этих 2 работников, там, и что-то такое там происходит. Для меня совершенно дикая новость была. Вот тот же самый вот этот Арахмия сказал, что они договариваются с Россией, или там в процессе этого договаривания, так сказать, что и Россия, и Украина подпишут типа соглашение, что они не будут воевать ближе, чем 30 километров от атомных станций. То есть, пойми сам, на 8-й год войны украинское правительство все еще верит Путину, что он не будет воевать, если он скажет, что он не будет воевать 30 километров от электростанции, то он выполнит свое слово и не будет воевать. Вот человек, который угрожает ядерным оружием. Бред просто, бред. Да, это дикий бред, потому что если Путин не хочет вот эти ядерные электростанции трогать, он их просто не будет трогать, а украинцы их не будут трогать, потому что это на их территории. То есть это автоматом все идет, там не нужно ни о чем договариваться. Раз он там туда лезет, значит, он пытается это дело использовать. То есть подорвать их там, или шантажировать Зеленского, или вот эту переговорную, или что-то. В общем, он пытается это использовать для чего-то. Поэтому вот эта совершенно дикая новость от вот этого Арахмиева, я не знаю, кто это такой, кто говорит, что давайте, говорит, не воевать 30 километров от России, и Россия, которая нарушила все возможные договоры, наплевала на все договоры с Украиной, 8 лет делает подлости, совершенно там Дебальцевский, вот этот коридор, оказывается, будет выполнять соглашение о 30-километровой зоне ЭС. Ну, бред это, Аслан. Представь, это бред. Больной человек. Тойзан Машволь.
Assalamu alaikum. Sohezişim. Wa alaikum assalam. Dik hez. Büyüsüdük olmasaydı Ya veji. uzit, большое. Hayır, быстик. Соните, Алек, я услышал твое сообщение, посмотрел этот ролик, Вала, вознушенный Бог. Вала, слов нету, и не знаю, как это комментировать сегодня. Это заявление его. Ибрагим с Алви Бошна Сукит, я с ними тоже согласен, но смотри, Алви, у меня другая версия сегодняшнего этого заявления. Я как думаю, вот сегодня Путин видит, что он застрял сегодня в Украине, у него не получился блицкриг какой-то, да, он видит, что весь мир против него, санкции и тому подобное. Я думаю, это может быть какая-то такая попытка, чтобы выйти из воды сухим. И у меня другой вопрос. Откуда они знают, что этот тест захватили именно кадыровцы? Кто им это сказал? Что они когда идут в атаку или в бой, кричат, мы кадыровцы, бьют себя в грудь, чтобы все об этом слышали? И этот вопрос для меня очень даже не ясен. А сегодня вот, что они призывают какую-то независимость Чечни, называют чеченскими этими террористами, я так думаю, они хотят сейчас все это спихнуть, опять это же такая люлька уже десятилетия для них работает в мире, наш народ демонизировать. Сказать, это чеченские боевики, взорвать этот ТС, у них появляются какие-то уже новые глобальные проблемы, Путин предлагает какую-то помощь, и опять же идут же эти якобы переговоры, и таким образом они как-то сводят на нет весь этот конфликт сегодняшний. Видишь, это варианты, вот это мое мнение. Может быть такое. Да, может, вполне может быть. Кадыровцы будут просить независимость Ичкерии, это вообще из области анекдота просто. Поехать в Украину на оккупационную войну и оттуда требовать независимости для оккупированной своей страны у той страны, которая тебя послала на эту новую оккупационную войну. Это просто, я не знаю. Здесь Азамбек туда пишет, может это Арахамия хочет взорвать этот сам? Скорее всего, Арахамия, наверное, хочет объявить отдельную Грузию. Опять же, тут другая проблема. Мы же прекрасно понимаем, что Арахамия не от себя там выступает. Это представитель на этих переговорах государства Украины, официальное лицо. Я 100% уверен, что этот человек не от себя эти слова сказал. Эти слова подготовленная речь была. То есть она согласована с кем-то. Если эта речь согласована, то значит уже Зеленский об этом знает. Тут уже далеко идущие последствия. Этот человек на этих переговорах от себя говорит какой-то stand-speech, моя царица. Да, тоже правильно ты говоришь. Но то есть... он мог от себя ляпнуть, но, конечно, и Зеленский тоже мог об этом знать. Я ближайшие дни жду какого-то большого шухера, и опять наш народ в этом будет замешан. И вот меня что гложет больше всего. Али, одну минутку, чтобы еще раз уже в этом нашем стриме, чтобы это видео было, где Арахамия говорит, давайте еще раз прослушаем, что говорит вот этот представитель на переговорах, тот самый, который вагнеровцев отпустил. На цих ядерних об'єктах, атомних об'єктах цивільних, керують так звані кадировці, чеченські бойовики. Вони вбили декілька дуже працівників, які навчаються роками, десятками років, які контролюють ядерну безпеку. Ми вчора вночі, з третьої ночі фактично, коли почалась атака на ці об'єкти, ми доводили до всього міжнародного світу, що ми не можемо взагалі, і навіть Росія, ми вважаємо, не може гарантувати, що зараз в них в голові цих чеченських бойовиків. Вони можуть шантажувати потім і Росію, казати, давайте там незалежність Чечні там, чи щось таке. Тобто фактично конкретні терористичні угрупування захопили ядерні об'єкти. Це треба доносити, особливо це питання до іноземних журналістів. Всі мають зараз об'єднатись і Он говорит, даже Россия не может их контролировать. Представьте, тот говорит пехотинец, идут умирать за других, за непонятно за что, да, по приказу каких-то там фашистов, которые убили 300 тысяч его народа. И он говорит при этом, что Россия не может контролировать. Это бред просто. Хусейн Машвогель, гражданин Ичкерии Машвогель.
Аслан, М, алло, Да, да. Хайшуйсло? Хэшу. Ассалам алейкум, Масарга. Ва алейкум ассалам. Ага, тут со звуком немножко проблемы были. Я чуть припоздал, не знал, что это вы начали. Но я думаю, не поздно. Не, К не поздно. хорошему делу присоединиться никогда не поздно. Мы как раз только разогревались, Хусейн. Машур. Я сегодня был на демонстрациях, на 2 демонстрациях украинцев. И вот эта тема кадыровцев, да, тема кадыровцев, я это пишу все время в Фейсбуке, объясняю людям, что такое кадыровцы, что это русская армия, что все, кто служит в русской армии, не могут называться по национальности, там служат татары, осетины, ингуши, дагестанцы, чуваши, русские, и почему-то кроме чеченцев, да, оттуда никого не выдергивают, и не говорят, вот чеченцы, чеченские какие-то эти. То есть если когда в российской, русской армии служат чеченцы-бандиты, то это, естественно, армия состоит из одних бандитов, да, там остальные тоже бандиты должны быть. Армия бандитов, она так и есть, конечно, на самом деле, но сегодня это делается, и это главное, украинцы должны четко понять, что это умышленно разогретая тема, это Кадыров и кадыровцы, умышленно раздутая тема для того, чтобы вот именно для таких случаев, чтобы спровоцировать, чтобы удар направить не на русскую армию, не на Путина, удар направить именно на чеченцев, против чеченцев, показать, что чеченцы неуправляемые, что чеченцы вот такие крутые, да, там могут целые атомные станции захватывать, еще и взорваться и полететь к Аллаху, как бы, да, как я недавно слушал, они же такие, они могут себя взорвать там запросто, да, как будто все чеченцы вот такие идиоты. То есть у них вот такое, создают такое понятие, да, что чеченец, это слово даже такое, чеченец, сразу бандит, террорист, это пропаганда, русская пропаганда, она очень давно как бы существует, с начала 1994 года. Но сегодня, когда война идет в Украине, просто украинцам не надо вестись. Ими пугают этими созданными мифами, да, вот как обычно детей пугают, вот черт придет, еще что-то придет, там бабаешка какая-то придет, да, то есть вроде бы этой бабаешки никакой нету в реальной жизни, а ребенок-то не знает, что она есть или нету. Точно такую страшилку создали из кадыровцев, так называемых. То есть надо понимать, что это никакие не кадыровцы, у Кадырова нет армии. Армия, чеченская армия, которая так называлась чеченская армия, она была в 1994 году при Дудаеве, Жахаре Дудаеве, воевала против русских. Она была в 1999 году при Масхадове и воевала тоже против русской армии. Вот это чеченская армия. А то, что остальное все, никакого отношения ни к чеченскому народу, ни к слову чеченец, да, абсолютно никакого не имеет значения. Из-за того, что вот в этой русской армии служат там, ну не знаю, 1000, может быть, 2000 пусть будет даже я предполагаю, что там стольких и нету, из-за 170, по официальным как бы американским данным, 170-тысячная армия, которая вторглась в Украину, но и на границах стоит, и вторглась, оттуда вычленили каких-то 1000 человек, и только о них говорят. А куда же делись 169 тысяч тогда? Вообще, почему об этом разговора нету? Это показывает, что умышленно вот эти люди, да, умышленно специально вот эти, называя ичкерийцев, вернее, не ичкерийцев, называя чеченцев бандитами, вот всю вину валят на нас. И вот эти 2 человека, которые давали интервью, я тоже их слушал, вот эти переговорщики так называемые, да, это самые настоящие провокаторы, самые настоящие, даже, возможно, они какие-то агенты России, они, возможно, даже, что... Да, я это допускаю. Возможно, там им пообещали жизнь, да, все равно вас там сейчас сметут, и вы хоть выживете, будете это говорить. То есть это вполне реально, судя по их реакции, да, судя по тому, как они вот в таком испуганном, как бы, да, где-то зашуганном состоянии разговаривают даже. Вот говорить о том, что вот они потребуют независимости, да, это русские, чисто русская, ну, как бы страшилка, что чеченцы, захватив атомную станцию, потребуют для себя независимость. Больше бреда, да, чем этого придумать невозможно, чтобы люди, которые предали народ,
люди, которые убивали чеченский народ в Чеченской республике, люди, которые называют себя пехотинцами Путина, да, столько людей, столько горя чеченского народа принесли, и эти люди будут провозглашать независимость. Что за бред такой? Я просто в ужасе от этих слов. Абсолютно согласен с тобой, Хусе. Именно об этом мы говорим. Мы должны сейчас же дать этому сразу свою оценку. Мы постоянно жалуемся, что о нас плохо говорят, что мы как-то не реагируем. Теперь мы реагируем, мы есть. Мы даже некоторые пытаются перевести наши какие-то усилия на Кадырова только переправить. Мы специально же не переходим только на него или только на исламистов, так называемых, которые тоже есть склонность в эту сторону перегибли. Главный наш враг это ФСБ, фашистская Россия. И мы должны четко это понимать. Они являются ядром, головой, коммуникатором идей, которые воплощают в жизнь и кадыровцы, и некоторые исламисты, и так далее, и так далее. И у кадыровцев есть свои полезные идиоты, и у исламистов есть свои полезные идиоты. И вот таким образом они нами манипулируют и нас пытаются использовать. И вот Арагами, я уже более чем уверен, что этот человек просто является просто засланным, исходя из его прошлой жизни, засланным казачком. Встретился с этим Мединским и с российской стороной и такие вещи начал нести, такую чушь начал нести. Я надеюсь, что мы теперь, сейчас подняв этот вопрос, хотя бы заставим их изменить эти планы. Хотя, если у Путина нет другого выхода, он, несмотря на то, что мы тут говорим и распространяем вот эту информацию, он все равно прибегнет к этой своей тактике или своему плану по взрыву атомной электростанции. Не дай бог, конечно. Так, Алю, говори Кюкайден, если ты хотел, можешь ответить. Сказать что-то. Я просто хотел прокомментировать что Тойзен сказал. Да, я такую же версию тоже на Фейсбуке дописал, что это может быть планом. Но тут есть вполне может, что мы там ложную такую тревогу подняли, и эти люди просто пытаются, они сейчас в последнее время очень сильно пытаются, чтобы американцы или Запад, НАТО ввели бесполетную зону. Да. И чтобы они ввели эту бесполетную зону, надо пугать их страшилками. Сейчас русские ударят по атомной станции, или еще что, надо срочно это все делать. Может быть, это в рамках этого. Вот сейчас они скажут, вот да сумасшедшие вот эти. За счет нас зачем это делать, если в рамках этого? Да, вот цинизм в этом и есть, конечно. Да, это свинство самое настоящее, подонок. Да. Это ценить даже в этом случае, когда это не так уж, скажем так, не так сгущается краски, все равно это цинично, конечно. Я просто пытаюсь объяснить именно вот это, что, может быть, он в этих рамках сказал, вот там чеченцы дикие, сейчас они взорвут, срочно бесполетную зону, чтобы их подстегнуть к этому. Они же также вчера говорили ночью, что танками стреляет, поэтому там срочно пожар уже, срочно надо, по этой Запорожской АЭС уже говорили, надо срочно бесполетную зону. Может быть, в этом, хотя я не знаю, но уговаривать человека, который угрожает ядерной войной сумасшедшего Путина, мол, договариваться с ним, не будем трогать эти ядерные реакторы, давай воевать, не трогай ядерные реакторы, это уже, я не знаю, степень этого идиотизма, этого трудно описать. Вот только два этих варианта может. Либо это путинский засланец, либо они просто так неудачно так пытаются создать вот эту почву для бесполетной зоны, цинично используя вот этот чеченский бренд. Да, именно так. Так, читаю тут комментарии. Тут у меня комментарий на видео, которое я выложил, короткое, то есть сейчас одну минутку буквально комментарий прочитаю.
Асна, я украинец, я вас давно смотрю, я с вами согласен. У нас казачков много и на постах высоких, которые якобы за нас воюют. А я ваше видео скинул нужным людям в Украине. Тут есть над чем подумать. Слава Украине, Ичкерия будет вильной, від Москови та кадыровцев. Дуже дякую. Спасибо большое. Так, Тойзан, тебе слово, пожалуйста. Аслан, Алви, вот то, что ты только что сказал, вот ей-богу, слово слово мне повторили украинцы, которые я знаю. Я много лет сижу в одном Discord Voice Channel, там собираются украинцы, русские, там все русскоязычные, мы там спорим, рассказываем, ну, это годы уже длится. Вот я сегодня, как увидел ролик Аслана, ставлю им там ссылку в этот чат и спрашиваю: господа украинцы, это кто такой? Это что за ересь он заявил? Это что значит? Что вы думаете? Альви, точно как ты сказал, мне объяснили, попытались объяснить, типа, ты его неправильно понял, якобы. Он просто хочет западное сообщество как бы еще больше замотивировать, вот таким образом, напугав их чеченскими террористами, чтобы они нам больше помогали. Я говорю, погодите, ребята, вы знаете, что это неправда. Да. Это же абсурд. Кем он пугает? Он же пугает чеченскими террористами, говорю. Вы же понимаете, он переводит, он же Россию уже отводит. Говорю, он выводит, он говорит, даже Россия не контролирует. То есть да. Россия не может контролировать. Эти понятливые ребята меня не услышали. Вот что меня возмутило сегодня. Якобы все понимают, вот все знают. И меня еще потом упрекнули, что мой народ сегодня не восстает против Кадырова, и что мы как овцы сидим там у себя дома. И чеченцы нас убивают. Все. Вот такое понятие сегодня в мире у нас, ребята. Плачевное состояние, валаю. Вот кто, а вот украинский народ нас уже должен был понимать, с кем они там столкнулись. Народ понимает. Они-то должны понимать. Не понимают, Аслан. До сих пор продолжают называть их чеченцами. И когда меня видят, что я сижу в этой комнате, они поправляют себя. Ой, чтобы Тойзана не обидеть, это кадыровцы. Я говорю, меня не надо обижать. Вы меня никогда не сможете обидеть. Я говорю, я наслушался столько о своем народе, что к нашему народу уже больше ничего не прилипнет после всего этого. Нам, говорю, все равно, как вы нас называете. Действительность, мы знаем, какая действительность. И мы знаем, что правда на нашей стороне. Вот такие у меня с ними сегодня были разногласия в этом вопросе. Они готовы съесть это фейк, типа чеченского, лишь бы от них, вот, чтобы лишь бы им все помогали. Ну, вот. Короче, своя изба, моя изба, своя рубашка ближе к телу, получается. Да, это мнимое, на самом деле. Ну, нас запачкают они, ну, сделают это, ну, захватят эти исламисты под видом чеченцев, эти атомные электростанции. Украина что выигрывает? Опять же, только если, я не знаю, они будут всех чеченцев убивать везде, во всем мире. Ну ладно. Ибрahim, тебе слово, потом США. То есть я просто хотел сказать, что сегодня ситуация бедственная в Украине, поэтому надо нам тоже не слишком да, критиковать это дело и разъяснять с нашей стороны, это правильно, но так тоже понимая, что там бедственная ситуация, что все варианты там используются и так далее. Тоже надо учитывать рекомендацию. Благодарю, Ибрahim. США, Машволь, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем здравствуйте, доброй ночи всем добрым людям. Хотелось вспомнить один момент, на момент, когда захвата Крыма, там зеленые человечки. Вот. Аргументы, факты, так, там есть такие издания, короче, СМИ, писали, печатали, передавали по информационным ресурсам о том, что там захватили, короче, пришли зеленые человечки. Они сказали, что они с России, они же братья-славяне, они в нас даже не стреляют. Они же говорят, что мы же даже не чеченцы, мы же братья-славяне, Бог. Писали в те времена, это я как раз
помню, я ссылаюсь на эти газеты, на СМИ, ТСН, МСН, Да, есть. вот, да, и в те времена, вы представляете, вот, какой цинизм вот этих журналистов, которые они писали. Мы же даже не чеченцы, Бог царь, представляешь? И они в нас не будут стрелять, они же наши братья славяне, мы даже не чеченцы, брат. Вот цинизм вот этих высказываний, этих средств массовой информации. Здесь, конечно, не идет речь о народе Украины, народ Украины без сомнения является своими корнями исторически, древними корнями настоящий народ, которым, дай Бог, другим быть с такими корнями и с такой историей. Некоторые утверждают, аж с Триполия идет у них история. Хотелось просто предостеречь наших норчин, просто боязнь из-за того, что эта война как бы перевернется чеченско-украинскую войну. Понимаете, везде. Вот этот показывают, как его, Гастомель аэропорт показывает, что там это элитное, там, кадыровское, потом вот это чернобыльское, потом показывают. Короче, муссируют именно вот чеченскую, с чем это связано именно вот чеченскую тему, именно наши ребята, в общем, и кадыровские, да. Вот. Это полностью, опять этот ярлык, еще и ядерный вот этот ярлык нам еще, не хватало нам еще, чтобы к нам привесили вот этот ядерный ярлычок. И это что просто, я не знаю, как это предостеречься от всего этого. Слава Аллаху, что там наши ребята воюют против этих тварей вот этих, которые пришли, оккупировали украинскую землю. Вот, наши ребята, дай Аллах, чтобы у них там все было хорошо. Аминь. И была такая информация, что вот этот, как его, кадыровская какая-то часть, именно там по телефону какой-то чеченец там говорил, что будто бы это как батальон Джахара или шейха Мансура там их уничтожил, короче, типа такое, в общем, не знаю, передавалось. Но будем надеяться, что на нас не повесит ядерный ярлык, Келти духлин бэх мобилли, что он масана делился ладуан. Или США. Так. Давайте вот на национальность, тут в комментариях там на грузин уже переходит. Ну, не надо переходить. Мы даже Сталина не обвиняем, что он грузин, поэтому Арахамию тоже не будем сейчас. Хотя это очень задевает. И хочется также зеркально, как отвечает в мире, ответить. Когда на нас говорят, хочется ответить зеркально, но мы не будем так делать. Да, Ибрахим, тебе слово. Да, этих провокаторов надо, я не знаю, с ними не увязываться. Ибрахим, хазун. Поближе Плохо микрофон. слышно, да? Да. Сейчас тоже плохо или как? Сейчас лучше. Получше сейчас. Просто не увязываться вот в эти вот их игры, да, чтобы там на национальность пытаться, на грузин пытаться что-то сказать. На весь народ, тем более. Грузины наши соседи, грузины там, близкие нам, родственные там, народ. Потом, я не знаю, если есть, да, если вот обратно на самих себя посмотреть, да, на нас самих, то вот это вот рабы, которых сейчас Путин туда шлет, в Украину, там, я не знаю, сотнями, то если нас тоже будут, ну нас-то и так уже, мы-то уже привыкли, но тем не менее подчеркивать вот эту вот национальную идентичность, да, людей. Вообще я бы не советовал в это заигрывать, обходить этих провокаторов. Так, США, а ты Айдена или ты просто не опустил руку? Не,
Maybe Miraspil. Аслан, Свекач, Вейсон, нету таких, я думаю, ну, я не скажу, что нету, но мы очень либерально относимся к, скажем, и толерантно относимся к другим национальностям. Я считаю, например, это мое мнение. Я тоже так считаю. Это можно подтвердить и тем, что, скажем, если по большому счету, когда геноцид производился в 1944 году, Сталин, по приказу Сталина, Берия, исполнитель Гвещани, там еще много грузинов присутствовало при депортации и убийстве чеченского народа, геноциде. Так что мы намного более толерантно относимся к именно, тем более к грузинам. Грузины как бы в древности, если судить по тому, как Хасан Бакаев говорит о том, что у нас все-таки в древности какая-то близость крови, что ли. В основном очень много там этих племен были раньше, там Хрисуры, там Шавы, Сваны, Мигрелы. Вот эти все народности, они как бы однокровные, то есть в общем, тем более с грузинами. Грузины у нас братья всегда были, давно у нас и отношения хорошие были всегда. И наши земли о нас обратно вернули грузины без всяких там этих, в отличие от, скажем, дагестанцев и осетин. Сунде Барасан мы до сих пор даже решение правительства СССР вернуть территорию Чеченской Республики до выселения территории Юрьезы и Ардон. Да, есть решение правительства СССР, так возвращаться, аж уже 30 лет прошло с тех пор, и не обостряется. А здесь даже и запретили на 23-е прийти там, почтить память погибшим, там, скажем, на Валаке. Да? Так что по поводу толерантности и либерализма мы ничем не уступаем другим. Просто не хочется, чтобы на нас еще лишние, если ярлыки вешали, Да, Ибраим. Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня продолжение геноцида, вот, который идет над чеченским народом, продолжается, который сегодня люди нашей национальности способствуют этому в первую очередь. Если мы там на других, на кого-то хотим, на какую-то национальность подчеркнуть, да, ну это просто как бы нам, да, это чтобы не подчеркивать эту национальность в эти игры не играли. И вообще то, что вот эти рабы сейчас, или подрусские, как мы их называем, то, что они творят сейчас в Украине. Да, вот у нас в истории не было вот таких вот моментов, когда в качестве пушечного мяса с вот этими оккупантами, захватчиками, колонизаторами, чтобы там шли вот именно в таком формате, да, где явно идет оккупация, там, уничтожение, там, я не знаю, гражданских. Вот именно тот же террористический метод, который над нами устраивала ихняя Россия, в рядах которой они идут сейчас туда. Вот именно это же самое, эти люди. И просто обидно, и вообще вот эта ситуация такая, что меня говорят, не слышно. Сейчас тоже не слышно меня, что ли? Сейчас нормально. Гуля, ну еще громче было бы неплохо, а как-то тебе слабовато. Не знаю, что-то у меня, наверное, с микрофоном не то, может, забился. Я просто вот имею в виду, что сегодня в век вот этого информации, это же все запечатлится, это останется на века. Все вот эти рабы русских, которые идут и выполняют их, ну,
То есть то, что все это не выполняют, делают, там вот этот беспредел, это останется одним словом. Еще туда вот из-за вот этих технологий, из-за вот этого, что сейчас это все снимается, фотографируется и так далее. Просто, я не знаю, но это всему этому поспособствовало вот это вот мировое сообщество, так называемое, которое не дала нам, не поддержала, я не знаю, не признала ничего, наше право нашего народа на самоопределение. Вот всем миром взяли, поджали нас под этот русский мир, сделали из нас кадыровцев, еще раз повторяюсь. Внутреннее дело России. Да, сделали нас внутренним делом. Вот эта исламизация, радикализация, которая идет. И здесь даже в Европе, которая продолжается. Во, сейчас изменился совсем радикально голос. То, что вот и здесь продолжается, то, что вот эти вербовщики напичканные здесь в Европе, которым тоже содействуют местные, я не знаю, то ли они содействуют, то ли они у них информаторами, стукачами здесь работают. Но вот это вот продолжается все над нами. Просто уже надоело, я вот поэтому эмоционально это высказываю. Да, Саша, тебе слово. Ибрahim, абсолютно правильно ты говоришь. Например, скажем, 200-тысячная армия массированно начала атаковать Украину. Кадыровцы, там сколько их там? 2-3 тысячи там человек, если там будут, еще хорошо. Но 200-тысячную армию об них не говорят, а говорят о кадыровцы. Хотя, в принципе, они тоже те же самые, эти же русские, или подрусские, или как их называть. Муссируют именно. А про них ничего не говорят. Я не знаю, с чем это связано. Абсолютно. Просто некуда вылить свою злость, вот это не на кого. Как это можно такую армаду, они русские зашли, а они здесь обвиняют. Этот Арахамия, Марахамия, всякие про чеченцев начали там муссированно говорить. Просто злости не хватает на них. Это все. Баркалдересу. Так, кто еще скажет веское слово? Ибрahim, ты руку поднял или не опустил? Так, понятно, да? Тойзан, тебе слово. Аслан, вот поддержку то, что Ибрahim сказал, я с ним полностью солидарен в том, что было полезно раньше, когда у нас были войны, чтобы вот какое-то время, в первое время, этот Запад нас с горя пополам как-то поддерживал, но у них потом появилась чечен-террористы такая, да, гипотеза, и им этот метод всем подошел. Они на этом, свалив все на нас, решили с Россией сотрудничать, торговать, дружить и тому подобное. Им тогда это выгодно было до сих пор. Я вот сегодня думаю, почему тогда тот же вариант не выгоден сегодня, вот это заявление этого представителя Украины на переговор, я об этом. Может, они опять этот вариант хотят провернуть с нами, сделать нас опять всемирным злом, и на этом, опять же, они как-то с Россией могут, да, это Запад тоже сам может договориться, опять же. Ну, смотрите, я немножко, то, что говорит Ибрahim, я с ним этим не совсем согласен. То, что нас Запад оставил один на один, внутренним делом сделал, это бесспорный факт, конечно, этим я согласен. Но не вся целиком полностью вина на Западе, и даже если мы знаем, что она целиком не на нем, это тоже правда, но здесь речь о том, что Запад это делал не потому, что мы там чеченцы, мусульмане, хотя отчасти это тоже правда, это делалось для того, чтобы личную выгоду поиметь. Сейчас же выгоды у Запада нет никакой сотрудничать с Россией, потому что Россия, она говорит, и
или я над вами, или я под вами. Вот так Россия говорит. Как положено русским, они не умеют на равных. Они или над, или под могут только общаться и строить свой диалог. Поэтому Запад понял все-таки вот то, что Дудаев говорил, то, что все наши лидеры говорили. В конце концов мир пришел к тому, что все-таки да, это так. И теперь уже эта Россия перестала быть сугубо чеченской проблемой. Она стала теперь уже мирового значения проблема. Поэтому я не думаю, что они, сделав нас крайними, то есть, что они вот согласятся с русскими дальше жить. Запад на самом деле к нам относится неплохо. При всем при том, что у него свои национальные интересы, все и так далее. Он даже, можно сказать, лучше всех других к нам относится. Несмотря на то, что мы мусульмане, несмотря что мы чеченцы и так далее. Из-за того, что мы четко, верно придерживаемся своей борьбы за свою свободу, за независимость. Потому что все народы берут с нас пример. Смотрят, наблюдают и так далее. И чтобы этот пример не был таким ярким, таким правильным, русские делают все возможное, чтобы дискредитировать наш этот. И мы им иногда в этом помогаем. Вот как-то так я это вижу. То есть, тебе слово, Сувалишин. Аслан, я все это понимаю и с тобой в части согласен, но смотри, опять же, Запад боится, им-то сегодня невыгодно, окей, они сегодня, по-моему, готовы до конца сегодня гнобить Россию, да, чтобы это развалилось. Но этот Запад сегодня устанавливает страх ядерной кнопки, которая сегодня в руках этого старика-дебила, извиняюсь, да, за французский. Вот чего сегодня Запад боится. И этот Запад, я думаю, опять же, готов найти какой-то приемлемый компромисс между собой из России. Единственный компромисс, опять же, наш вариант. И я боюсь, что, опять же, они хотят этот вариант провернуть с этими переговорами. Вот чего меня сегодня тревожит. Могут опять нас продать. Нас и тогда продали, нам и тогда не дали право на жизнь, право на самоопределение, да. Лицом, не знаю, не вышли или чем-то еще не вышли, но для остального мира решили нас как-то, они не люди, их можно убивать. Я так думаю, что они хотят это провернуть как-то опять, к сожалению. Да, Альви, да, за душу. Я вообще не именно Запад имел в виду. Я сказал, что всем миром нас поджали вот, под русских. Полностью. Ну, кто не знает, даже по сей день любого запрошенного русскими там вот сейчас единственное здесь на Западе в это не играют, но есть тоже случаи, хотя если там о восточных каких-то странах говорить, то это почти та же самая Россия, да, когда там запрашивали и так далее, передавали. Ну, если вы помните, я в одном из прошлых стримов тоже говорил, что поспособствовало, что Запад вовремя не оценил ситуацию. Короче, русские всех переиграли. Русские, как всегда, на коне в плане вот этой идеологической войны. Вот они через эти религиозные всякие свои приемы, вот религиозными вот этими играми просто сделали так, поспособствовали. Ну, все это все равно, вот чтобы нам выпутаться из этого всего, как-то нам нужно всем трезвым людям, да, я там не о стеклянных глазах говорю, трезвым людям сделать все, чтобы и делать все, и работать вот на это, чтобы мир как-то, цивилизованный мир уже взял нас как-то под протекторат свой. Вот Россия, она рано или поздно уже мы видим, куда идет. А мир просто нам нужно всеми усилиями, короче, вместе в этом направлении стараться, чтобы нам помогли воссоздать, восстановить свою государственность,
чтобы в противном случае вот эти ИГИЛы, вот это, вся вот эта система, да, которая толкается там русскими и их ближневосточными партнерами, она, ну, короче, всем тоже мало не покажется от этого. Поэтому нам как бы нужно помочь. Если нам не помогут, то это для всех будет чревато. Ибрагим Веларио? Да, я закончил. Да, Саша, тебе слово. Дорогие ребята, я скажу одно, не знаю, здесь всплыл опять в интервью Гордона этот Ганида, вот этот мега-вор и Ходорковский. Меня там спрашивал по поводу там, я не приемлю месть, которую они выдавали бесланскую трагедию, как бы за месть за убитых чеченских детей больше. А интервью ее учал, в общем, это Ганида опять. Я не знаю, к чему это все. Просто нам надо быть вооружены всей информацией, которая как бы где бы она не проскальзывала. И Ходорковский, и вот этот Арахамия, так вот это, информация, которую ФСБшники слили украинской стороне, будто бы там кадыровцы идут, мол, там такая-то колонна, то есть все, передали этот, как его. Это чтобы этих, кадыровцев уничтожить, там типа такое. Мол, в общем, там такая многоходовочка, что абсолютно просто нам надо быть во все услышания, всей информацией владеть, чтобы как бы, я не знаю, хоть информационно предупреждать или упреждать какие-нибудь там ненормальные явления, ненормальные наклепы на наш народ, целиком на наш народ. Вот. Кадыровские здесь, как бы они там ни старались, это российские части, российские там отданные. Вот. И они к нам никакого отношения не имеют. У нас, слава Аллаху, там воюют наши ребята и хорошо воюют. И Алхейцин. А русских, я так считаю, что все-таки там, говорится, как чеченцев используют как красную тряпку перед быком. Я думаю, что какое-то меньшее зло как бы отводить от или Украины, или еще от чего. Что просто надо думать об этом и информировать общественность, кто как может, кто где может, где писать, где. А ты тоже можешь там, для упреждения всякой негативных явлений, которые на наш народ, и эти ярлыки, вот это что уже надоело к чертовой матери все это. Ну, а ситуацию с чеченцами мы, в принципе, выяснили приблизительно, еще мы будем это обсуждать и так далее. Ну, давайте посмотрим тогда дальше. Например, вот та версия, которую вот выдвигаем, она, допустим, осуществилась, и происходит событие, что какие-то исламисты или какие-то кадыровцы с нашидами захватывают атомную электростанцию и выдвигают какое-то требование. Ну, не знаю, независимость, конечно, это вообще было бы глупо. Но, например, вообще даже не могу представить, что они могут выдвинуть. Но они скажут, там, давайте халифат строим, потому что раз они уже исламисты, они должны требовать халифат, там, освобождение всех из тюрем, там, ну, еще чего-нибудь, наверное, должны они требовать. Как может быть... Да, освобождение Аляксы еще, наверное. Да, освобождение Израиля, Палестины, там, Аляксы и так далее, и так далее. Но выдвигают они такие требования, допустим. А мир начинает, ну, как Путин сделал в 2001 году, когда взрывы домов в Москве уже, не в Москве, а в Нью-Йорке, когда самолеты налетели на башни-близнецы. И получается такая ситуация, тогда Путин затянул весь западный мир в войну против мусульман для того, чтобы делать свои грязные делишки и потом помогать Западу убивать мусульман, которых он же демонизировал, он же натравил на них, да, ну, используя разных радикальные там
не очень хороших товарищей. И что дальше? Вот они захватывают, требуют Аляксу освободить своих там подельников, там еще чего-то они там требуют. Может, попросят освободить Вадима Красикова, который сидит в берлинской тюрьме. Вот, типа мы ему голову отрежем там и так далее, а потом его отпустят. Ну, это я так. Что может дальше произойти? Пойдут навстречу, не пойдут. Значит, дело должно пойти, вот в моем понимании, до масштабного нагнетания, до массовых жертв. Путину нужны массовые жертвы. Только убив массово много людей, 100 тысяч, миллион, 10 миллионов, депутат Федоров рассказывал, что нужно убить 20% украинцев. То есть психологически, чтобы они на митинги ходили как чеченцы, нужно убить 20% украинцев, он говорит. То есть нужно убить 8 миллионов украинцев, значит психологически на цифру 8 миллионов, 10 миллионов они в принципе уже готовы. В таком случае тогда Путин может объявить себя таким государственным деятелем, великим человеком и на этом остаться на своем посту. И не только на посту, нужно сохранить банду КГБ. Действует не один Путин, чтобы понимать. Действует банда КГБ, которая уже из поколения в поколение со времен НКВД передается эта власть, и они являются реальными хозяевами в России. Взорвут они атомную электростанцию, уже деваться некуда, победить они не могут, и какие-нибудь там исламисты, каратисты взрывают эту атомную электростанцию. Может ли вот до этого дойти ситуация? Как вы считаете? Кто может скажет свое мнение по этому поводу? Кто может высказаться? Да, США, пожалуйста. Аслан, я знаю, мы наверное, знаем все факт Голодомора. 32-33 года в Украине красные вот эти из Москвы устроили Голодомор, и порядка 10 миллионов человек умерли с голоду. И в те годы как раз и Чечня приняла где-то порядка 40 тысяч украинских семей под видом, даже под угрозой выселения, под угрозой в тюрем, если им будете помогать, мы вас в Сибирь отправим. Вот с такими угрозами власть в Чечне грозила, чтобы мы не помогали украинцам. Но у них ничего не вышло. Мы тех, кто пришел, ну, вы же понимаете, что у нас, кто придет к тебе с милостиной, простите, не один чеченец. Но каждой пятой семье, короче, находились украинцы, жили. Это, во-первых. И я говорю, к чему это веду? К тому, что, говорят, история повторяется. И та цифра, которую ты озвучил, вполне вероятно, что они могут это сделать. И то, что у них там на уме, там эти Федоровы, там Жириновские, там еще кто там, их там, эти отпрыски, как его, Молотова, они все что угодно могут говорить, но у них, в их, как говорится, шутки есть, каждой шутки есть доля шутки, да. В этом плане от них все что угодно можно ожидать, потому что прецеденты есть и впереди. И во время войны, отечественной там войны, где-то 1,5 миллиона украинцев переселили из западной части Украины в Сибирь. Это тоже есть факт. Так что они все что угодно могут сделать. Только если они как бы не будут контролироваться или то есть давлеться со стороны Европы, они все что угодно могут сотворить с Украиной. С нами они, конечно, и не церемонятся, понятно. Да. Я это все. Да, ну,
события, конечно, интересные намечаются. Будем наблюдать, будем наблюдать. Так, друзья, все молчим. Так, тогда я почитаю комментарии. Так. Аслан, держи это дело, Ури. Ты имеешь в виду под контролем, Ури? Ну, у нас другого выбора нет, я пытаюсь. Да, Тойзан, пожалуйста, 2 штук. Аслан, вежи, я все-таки считаю, что вот это заявление этого представительства было не просто так сделано, и оно не появилось с потолка, эти слова насчет чеченских террористов каких-то, да, каких-то в кавычках. Я все-таки думаю, у них под этим есть какой-то вариант, чтобы сегодня, я как уже говорил, что Россия сегодня запуталась в этом конфликте, и Путин, он, конечно, сумасшедший старик, но он КГБ, он прекрасно знает эту механику. То есть он сегодня может попытаться выйти из этой ситуации как бы побольше сухим из этой воды. Тем более, они сегодня допускать можно любой вариант, любой, вплоть взорвать этот ТС, создать эту глобальную катастрофу в мире, и под этим квази каких-то террористов, даже якобы дать им какую-то независимость, создать, опять же, какое-то квази-государство, где наш народ, опять же, будет под тотальным террором и под тотальным давлением Путина. То есть они могут создать из нашего народа на века какую-то демонизацию нашего народа. Опять происходит. Опять же, я прихожу к такому выводу, дальше, других каких-то, зачем надо было это говорить? Это же переговоры как бы официальные, да, весь мир за ними следит сегодня. И вот на каких переговорах, я не думаю, что люди будут просто так говорить какие-то вещи. Да, абсолютно с тобой согласен. Не могу дальше. Я не понимаю, для чего на самом деле. Ну, кроме того, что у них такой есть план, и он его выговаривает, закидывает. Да? Его сперва нужно озвучить кому-то. Потому что когда произойдет захват атомной электростанции, должна быть какая-то версия. И эта версия говорит, ну вот ведь Давид Арахамия говорил же, вот и оттуда уже начинается. Кто-то должен озвучить. И это должны быть не россияне. Потому что если озвучивают это россияне, сразу подумают на россиян. Так как, ну, логично, да, кадыровцы, там, русские захватили. Неподконтрольные, да. Якобы, да? И тут, да, нет, ну, изначально, если произойдет захват, сразу подумают на русских. Но тут уже запускается такая утка, и потом, когда происходит захват, все думают на русских, а потом появляется версия, со всех утюгов, чайников начнется версия, это какие-то исламисты, прорвавшись из Сирии, потом зашли оттуда, может быть, там окажется какой-нибудь известный какой-нибудь человек из этих радикальных товарищей, который давным-давно работает, без сомнения, на русских в таком случае. И вот получится такая ситуация, что уже все сфокусируется на чеченцах. Чеченцы захватили, требуют независимости, ну давайте с ними разговаривать и так далее, и мы строим халифат. Ну мало ли что, какой бред. И может быть даже будет 2-3 каких-нибудь предложения с требованием видео с закрытым лицом каким-нибудь, и потом бах, и взрыв происходит атомной электростанции. И Путин говорит, ребят, это я ни при чем. Смотрите, я вам говорил, вы этих исламистов сами в Украину позвали, сами это, сами то сделали. Я при чем здесь? Я уверен, что эту Чернобыльскую АЭС, она раз уже под контролем России, она уже минируется. Она, если уже не заминирована, потому что уже несколько дней они там ее захватили и держат. Все, они ее держат, и в любой момент ее бах, и конец боль Украине, по факту это колоссальная экологическая катастрофа, человеческие жертвы будут большие. Ну и Европа отключает все, она же в рамках закона своего действует. У Европы есть на все случаи жизни законы, в случае ядерных каких-нибудь угроз, еще что-то. И вот они говорят, ну вот произошел ядерный взрыв,
Чернобыльская атомная станция взорвалась, или какая, Запорожская, еще какая-нибудь, да, взорвалась. Теперь мы должны предпринять меры для спасения своего населения. И все остальное уже отходит на второй план. Где-то там Путин с Украиной воюет, там еще где-то что-то. Мы спасаем свой народ. Там особое положение. Живем по закону чрезвычайного положения. И все меняется, и Путин реально становится владельцем части Европы, Украины, у него там агентура, он вводит войска в эту же Польшу, потом он вводит их в другие страны, понимая, что еще один может быть, ну вот как версия. Да, то есть Да, правильно. Я к тому, что вот я вот все-таки думаю, не зря же были слова сказаны такие, как неподконтрольные чеченские террористы. Это все закладывается у людей в мозгах. Просто сегодня я надеюсь, что моя вот такая паника, она беспочвенная, я очень надеюсь. Но мы подождем, если со стороны Зеленского не будет такого, да, заявления, что этот человек сказал от себя и тому подобное, это не так, мы не думаем, это не так. Но если будет молчание завтра или послезавтра, я считаю, что эту версию они уже прокручивают. С первых дней эти переговоры были какие-то подозрительные, непонятно, о чем они там говорят, о чем договариваются. И Бог знает, что они там прокручивают у себя. Баркал. Да, Баркал, Дересхур, да, Ибраим. Тебе слово. Я чуть-чуть о другом. Вот, например, здесь, в Австрии, происходящее я наблюдаю. Вот, дети в школах, да, у них вот это политики мировой, когда там разговоры, ну, потом они рассказывают, о чем там в школе говорили учителя. И вот чуть раньше, например, австрийские учителя говорили вот такие вот на тему вот этого происходящего в Украине, как бы детям пытались навязать там в школе версию, что это, ну вот чисто русская версия, да, русского телевизора, что Россия ведет себя так агрессивно из-за того, что НАТО продвигается на восток. Но вот теперь, после того, как Путин сделал вот эти заявления о ядерной угрозе, сделал ядерную угрозу Западу, уже даже про нас вспомнили. И учителя там в школе уже немножко уже в другом русле пытаются разъяснять детям ситуацию, что да, русские, Россия — это всегда империя. Они сначала на Чечню напали, потом на Грузию, на Украину. Ну, вот как-то так меняется сегодня вот это отношение в мире, к русскому миру. И хорошо это, конечно. К сожалению, это поздновато. Если бы пораньше бы это было бы сделано, можно было бы избежать всех вот этих жертв, которые сегодня происходят. Ну, лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Чуть-чуть разрядить, чтобы ситуацию. Тут в сети всякие вот эти гуляют фотки этих халифатчиков, которые устанавливают халифаты на просторах Телеграма, русского Телеграма, который все еще функционирует. Такие, это самое, видимо, демократический халифат, они сейчас хотят немного перебить вот этот курс. Тоже интересно. Благодарю. Я сейчас один комментарий зачитаю, который мне тут написали. Еще один вопрос. Каким образом рашисты беспрепятственно пришли и захватили АЭС? Им пытались помешать только жители Энергограда. И все, никаких войск на их пути не было. И это как вообще? Тут на другом видео мне под моим коротким видео задает человек вопрос.
Да, Саша, тебе слово. Я считаю, вот этот именно все, что связано с ядерными, с ядерной атакой и вот этими электростанциями, это еще с России идет, со времен взрывов домов, потом со времен отравления, ядерной атаки на Англию, там отравление этих, как его, Литвиненко, полонием. Потом идет там новичочек, вот этот, в общем, они замешаны, это ФСБ, ЛЧТВ, скорее всего, ФСБ. И вот здесь, в Украине, они уже тоже затеяли эту тему, но просто это очень опасная тема, лишь бы они просто нас привязать хотят к этому, понимаешь, Асан? Дело в том, что этим они могут просто, не только, это уже все, это на всю оставшуюся до конца света будет как ярлычок на нас, будет ярлык повешен, что, понимаешь, это очень опасная штука. Конечно. И плюс, здесь, я вот здесь, как его, чат рулетки там иногда там разговариваю с украинцами, они некоторые сказали, что, короче, кадыровцев выбили оттуда, с Чернобыля, сейчас он контролируется полностью украинской стороной. Я слышал, насколько это правда, не знаю, но и к чему бы вот этот закинули, вот этот, не знаю, какую-то информацию, что ФСБшник передал украинской стороне, СБУ, что-то такое, что идут там кадыровской части, колонна идет, и под видом, мол, это не мы, мол, это, если что, короче, скинуть на чеченцев все вот эти... Я же говорю, чтобы на этих кадыровцев не скинули, а кадыровцев тоже же называют чеченцами. Понимаете? Дело в том, что получается весь народ, они вешают ярлычки на целый народ. Просто этого боимся. И Сундел, поднимайте еще раз тему, чтобы можно было какую-то защиту организовать, чтобы можно было в любой момент отнекиваться от этих всех ярлыков. Баркалды, резкой Саша. Альви, тебе слово. Я тоже хочу добавить, как раз на этот вопрос ответить, почему так легко захватили Чернобыльскую, Запорожскую. Дело в том, что на 8-й год войны вот, нынешнее украинское правительство, оно продолжает верить в россиян. То есть они говорят, ну как же, россияне же, ну да, они там имперцы, они там хотят захватить, но они же не такие сумасшедшие, чтобы атомную электростанцию захватывать. Всем же достанется там радиация распространить. Вот эта вера в россиян их подводит все время. Путин не может напасть, Путин нападает. Путин не может делать это, Путин делает это. Ну это совсем Путин не может делать. И Путин и это делает. Поэтому это основано на этом. Это интервью Зеленского, вот его все предыдущие речи, все время они как бы думают, что воюют с противником с человеческим лицом, то есть у которого есть какие-то границы разумного, границы, которые, красные линии, которые не переступают. Вот сейчас до них уже дошло, наверное, вот с этими ракетными ударами, с градов, ураганов, из чего только по Харькову. Сейчас потихоньку доходит. Но все равно я боюсь, что там какие-то сепаратные вот эти переговоры. Вот какой смысл переговоров? Даже почему их можно называть переговором? Можно мы называть это консультацией или там, я не знаю, что-то еще. Но переговоры, о чем переговоры? На твоей земле стоит враг, который стреляет по твоим мирным жителям, и ты собрался с ним вести переговоры. Вот что за переговоры это должны быть? Вы будете их просить не стрелять, и они перестанут. Если они не хотели стрелять, они бы так перестали. В общем, я не вижу никакого смысла, кроме вреда от этих переговоров украинской стороне. А в российской стороне эти переговоры очень важны.
имитация этих переговоров очень важна, потому что это демпфирует вот эти все санкции, там Европа все смотрит, там бизнесмены, Европа, мировая элита смотрит, ну, сейчас они, может, договорятся, там Путин назад пойдет, короче. Вот и вот это только их тормозит, как бы, их реакцию на это вторжение. То есть это страшно вредит Украине, не принося ни грамма пользы, вообще ноль, никакой пользы. Поэтому это опять вот из этого арсенала доверия Зеленского к Путину. Я имею в виду, он все еще верит, что имеет дело с какими-то людьми. Не знаю, ему нужно мастер-класс преподать, рассказать все, что они делали у нас в Ичкерии. Я не имею в виду расстрелы какие-то или что-то, как они нас, терроризируя население, вот именно вот представив в голове нашего населения, наших женщин, детей, стариков, больных, слабых, еще пистолет в голове и говорят, вы будете вот делать это, вот делать. Вот то же самое они сейчас Украина делает. Но все еще не доходит. Это раз. И по поводу вот этого, у меня еще есть версия, скажем так, для нашего размышления, я скажу. Вот недавно был вот этот случай, когда они к этой запорожской ГЭС, АЭС подошли и попросили население, типа, дайте нам зайти туда, сфотографироваться, якобы для нашего штаба, для Кремля нам нужна картинка, что мы захватили это АЭС. И там посмеялись, это все подавалось в каком юморном таком тоне. И вот я боюсь, что вот эти переговоры, вот эта делегация, которые засекречены, короче, они не говорят, о чем они говорили там с ними, они тоже, может быть, вот что-то типа такого. Россияне говорят, например, вот этот Мединский, еще там кто-то, вся эта представители этой мафиозной банды с Кремля, говорят представителям Зеленского, мол, так и так мы уже не можем отступить на кону нашей жизни. Давай, если ты согласишься симитировать, вот что-то вроде в этом, как на этой Запорожской АЭС случилось, давай там чечены взорвут, я не знаю, один блок атомной электростанции, мы это так бы это по этому поводу какую-то общую позицию выработаем, там и потихоньку так бы сдемпфируем это дело, там Россия отползет, станет такой Северной Кореей, ну и вы не будете нас слишком уж сильно бить, мы там выплатим вам компенсацию из наворованного. В общем, такое демпфирование этого дела может быть, это готовится. Либо они, я не знаю, говорят, ну дайте нам Киев захватить, мы там картинку для нашего телевизора сделаем, а потом как бы отступим. И опять с этим взрывом какой-нибудь там чеченскими террористами АЭС. Потом можно будет уже прилюдно побомбить Чечню и повесить там Кадырова, убить его, сказать, что это все был его приказ этим чеченцам взорвать это АЭС ради там Ахмад Хаджи или еще чего-то, и повесить все на него, короче, как это сказал. Такой план тоже может устроить, наверное, не знаю, этих людей, может этого Арахмию он точно, видимо, устроит, потому что они там, похоже, видно, что они испуганы и несут вот этот бред страшный про независимость, еще что-то там, подсознательно выдавая, о чем у них шел разговор на этих переговорах. Вот примерно такая версия. Баркал, Дейрейсур. Так, кто еще выскажется? Так, давайте я тогда комментарий почитаю. Хусейн, Авистоли? Арестович обещал регулярно выходить в эфир на канале Марка Фейгина. Ну да, нормально так. Хусейн, у тебя микрофон выключен. Так, слишком крепко у них там было рукопожатие, как так можно было их страну утюжить, они там на переговорах чуть ли не целоваться. Озвучь, пожалуйста. Озвучил. Абдулла Тимирбулат, чеченцы Европы, надо бить тревогу. Обращайтесь с этой версией в спецслужбы тех стран, где проживаете. Через чеченцев в Украине доводите до Зеленского и СБУ. Увага. Абдулла Тимирбулат. Вот именно, Абдулла, этим сейчас мы занимаемся. Я сразу записал видео.
по этому поводу, и сейчас мы это обсуждаем, и вы тоже везде распространяйте вот это видео, которое у меня есть на канале, и этот наш стрим тоже можете распространять во всех социальных сетях, друзьям, всем раскидывайте. Кто хочет, пускай заходит, принимает участие. Так, дальше. Переговоры. Со слов Зеленского, у меня в России бизнес и много друзей. Может, по этой причине его администрация прямые уши России. Так, я видел, что семейство Кадырова на резерв готовы выехать. Может, они захватили. Ну да, они захватят. Кстати говоря, в Чечне Кадыров уже сказал всем засеивать любой участок земли, чтобы тяжелые времена ждут, и нужно как можно больше заниматься домашним хозяйством, земледелием и так далее. И есть информация, что Кадыров и все его окружение, всех своих женщин, детей отправили в Арабские Эмираты на время, видимо, или, может быть, навсегда. Да, Ибраим, тебе слово. Еще в сети гуляет вот это аудио, где какой-то дагестанец рассказывает, что там у них в селах, в аулах каких-то как бы мобилизировали, собирали мужское население. Не знаю, насколько это фейк или не фейк, но скорее всего это правда, потому что в Дагестане не столько кадыровцев, короче, как у нас в оккупированной ЧРИ. Поэтому, видимо, уже там мобилизация идет. Вот, к сожалению, как мы говорили и раньше, всех чеченцев тоже Путин попытается пустить в качестве пушечного мяса на результат Украины тоже. Самое опасное, Ибраим, то, что сейчас, когда всех вот этих кадыровцев утилизируют, там отправят на войну и так далее, одновременно с этим могут взять, просто депортировать всех чеченцев, которые находятся, как это было в 1944 году, которые находятся в Чечне. Да, в принципе, вот истории свойственно повторяться. Тоже не исключено это. Аслан, не подавай им идеи. Ну, я думаю, она у них есть, Алёй. Тогда Дудаев, когда зачитывал, помните, то, что они еще в 1994 году нас хотели депортировать. Вот эти вот попы путинские, которые там, боевые попы гапоны, которые призывают этих на джихад путинских бойцов. Я вот наблюдал, что, как они, чем они будут призывать. Короче, они типа на вот эти совместные браки, там западные, вот единственное, на что они могут сослаться. И по всей видимости, вот эта озабоченность у этих попов там в голове у самих где-то сидит. Вот. Больше, короче, ничего, я не знаю, толкового там у них абсолютно нету. Где-то там еще в сети, в интернете писали, что, ну, видимо, как фейк, да, прикалывались. Типа эти кадыровские, которых туда послали подружки, послали письмо этому попу, как его там, главный поп вот этот. Салах Межиев. Да, Межиев. Типа мы вот здесь, у нас вера все ослабла, просим, короче, прислать сюда нашего главного попа, чтобы он чуть-чуть дух нам поднял. В жизни никогда не будет. Если только Путин пинком под мягкое место их туда не закинет.
Так, все. Я тут отвлекаюсь, просто пишут и в Фейсбуке, и в ТикТоке. Кстати, меня до 10 числа забланили на ТикТоке. В ТикТоке подписчики добавляются просто в огромном количестве. Видимо, Роскомнадзор и банда ФСБ не добралась до меня в ТикТоке. Они только жалобы пишут на меня. А так, в основном подписываются, там уже более 3000 уже подписчиков. 500 тысяч, 200 тысяч, 250 тысяч просмотры на разных видео там есть. Ну, короче, когда канал не душат и не давят, да, и когда он в открытом доступе для всех, да, на равных позициях со всеми, очень много людей интересуются, подписываются и так далее. Поэтому я буду в ТикТоке тоже вести, пока они там тоже меня не начнут как-нибудь блокировать. Поэтому, если что, все заходите в ТикТок. Это такая же приблизительно программа, как Инстаграм или Ютуб, скачивается из интернета. Канал называется также Reality HRCI, CI, если по-английски. Так что давайте подписывайтесь. Так, давайте. Руслан, вот по теме, например, я готов, чтобы, если лично мое мнение взять, я, например, не против того, чтобы в Украине разыграли чеченскую карту и хотя бы так подключили к этому мировую общественность, и наконец-таки серьезно уже сделали бы какие-нибудь ходы, чтобы обезвредить уже эту империю. Ну, единственное, что можно сейчас сделать, то, что, как сказал вот 6 августа, нас признать, это все равно нужно будет миру сделать. И сейчас, если это сделают, то у этих так называемых исламских террористов, которые уже Арахамия уже знает заранее, ну, он исламский не говорил, он говорил террористы, чеченские террористы, но мы только этих знаем. Ну, да? вообще, я имею в виду... Вот, это выбит козырь у них из-под почву, из-под ног, чтобы они не могли... Всех чеченцев вот, обвинили бы чеченский народ в нападении там, на Украину, что сейчас вот если мировая общественность не отреагирует, что-то вот не сделает, как-то не подключится серьезно, то чеченцы там, я не знаю, и Украину, и полмира, короче, перевернут. Хотя бы, я не знаю, вот на эти жертвы лично я со своей стороны готов, или вот лично мое мнение, чтобы хоть на нас это все списали бы, но чтобы результат был от этого. Мы-то уже привыкли, что на нас вот это все льют. Уже как вешалка своего рода. Да. Тойзан, Валерий, Ибрahim, Тойзан, тебе слово. Ибрahim, Асан, вот насчет, вот, недавно был в чате вопрос такой от Байсангура. Если Закаев объявит на всеобщую мобилизацию, готовы ли чеченцы пойти на сторону Украины воевать? И лично со своей стороны могу сказать, к сожалению, мне недостаточно всеобщая мобилизация Закаева. Я как человек, который проживает в определенной европейской стране, должен иметь еще юридическое на это основание, то есть поддержка той страны, где я живу. То есть я, опять же, связан с законом, которым я как гражданин должен подчиняться. Это одно. Ибрагим, во-вторых, я не думаю, что Украина сегодня готова признать в любом виде нашу государственность. Они до этого сегодня не доросли, они к этому не готовы. Это мое личное мнение. Я с первых дней считал, что правительство Зеленского, если не он сам, то среди них очень много русских агентов, то есть злостных казачков, которые сегодня работают этому государству. И те примеры, которые они сдавали наших ребят в свое время, то есть я сегодня много раз подумаю, чем согласиться пойти туда воевать.
от них можно ожидать все, что угодно, к сожалению. Тем более после этих заявлений. И причем это заявление сделано тогда, когда Ахмед Закаев сказал, что готов батальоны там собрать, ну, добровольцев, отряды формировать и так далее. И тут выходит человек, не подбирает слов, даже если он, допустим, оговаривается там или ошибается. И все, что мы тут говорим, это так, полет нашей фантазии. При всем при этом мы твердим, говорим, 8 лет об этом говорим. И даже чеченцам, которым ввели санкции за то, что они там находятся, и с них сняли санкции, и все равно он стоит и говорит, там, чеченские боевики там и так далее. Ну, подонок, мерзавец. Ну, я убежден просто, я уже более чем уверен, что это русский агент. Да, Саша, тебе слово. Хотелось сказать, кроме чеченской карты, никакой карты больше не нашлось в этом мире для разыгрывания русским, особенно в отношении с украинцами. И просто не хватает злости на них. Толзин абсолютно правильно сказал. Зная их отношение к нам, зная их ментальность и зная, имея прецеденты в прошлом, как-нибудь царах Тишатеш, доверившись им, я не знаю, как там, да и плюс еще статус, надо бы узнать наших ребят, которые там воюют, шейха Мансура и батальон Джахара Дудаева, какой статус, как бы не вышло так, как, скажем, особые списки составить, и Зеленский подписывает очередной, список санкционный, понимаешь ли, и подвергнут наших ребят опять каким-то там репрессиям. Это Итаду Шолохбе. Аслан, у меня к тебе вопрос. Ты же вроде являешься членом всеукраинской спилки блогеров. Хотелось бы узнать их мнение. И их что-то не видать никого. В связи с войной, не знаю, куда делись, а здесь я ищу их, нигде никто не появляется. Хотелось бы их мнение узнать, да, хотелось их мнение узнать о текущих событиях, которые, скажем, происходят здесь, в Украине. Ну, я с ними не говорил на эту тему. Мы в группе, так, у нас есть группа, сегодня мы общались, вчера общались, там переписывались. И я не успел просто им это сказать. И, в принципе, я как это увидел, как сразу пришла идея сразу записать видео, я и записал, и как раз начался стрим, и поэтому я с ними не разговаривал. Но спилка блогеров, она не так может быть активна, я просто за их видеоми не слежу за всеми там, и сейчас у нас в группе не так много, ну, можно понять, люди некоторые эвакуируются, потому что есть некоторые, кто живет сейчас в городах, которые находятся в зоне боевых действий. Ну и по поводу вот того, что вы сейчас говорили, и ты, Саша, и ты, Тойзан, что вот про Украину, ехать, не ехать, в этом плане, конечно же, я, опять же, соглашусь с Ибрагимом, который ранее говорил, что огульно всех мы не можем, у нас есть друзья, товарищи, люди, которые воевали за нас когда-то, и сейчас очень сильно поддерживают, дружат и так далее. Поэтому, конечно, речь не о всех украинцах идет. И самое главное, мы постгеноцидный народ, у нас очень мало сейчас людей, молодежи, которые и в Сирии погибло, и сейчас в других местах. Нам нужно эту молодежь сохранить, потому что воевать-то будет молодежь, а не старики. И сейчас необходимости, вот это реально, я с людьми разговариваю, это реально необходимости в бойцах сейчас там нет. Да, нужны, может быть, с большим опытом люди, профессионалы, они там, наши профессионалы, они там имеются в полном, необходимое количество там имеется. А вот молодые солдаты, которые неопытные,
хотя они там и учебку проходят перед тем, как поехать в зону боевых действий, но все равно это, конечно, недостаточный опыт. Необходимости нет, просто-напросто нет, пока говорят, отлично все работает, прилетают дроны, уничтожаются колонны, русские сдаются, ведутся боевые действия. Там Донецк, Луганск, в этих местах, потом русские прорывались в Харьков, Мелитополь, под Киевом там тоже бои были. Вся Украина, конечно, относительно вся, она пылает, война, боевые действия идут, но необходимости никакой нет в наших бойцах. Поэтому пока нам не стоит никого туда призывать, и если украинцы захотят, они сами позовут, они сами скажут, и президент скажет, как они сейчас сняли санкции с батальона шейха Мансура, они также снимут санкции и скажут, мы признаем вас, и это, и то, и сделаем. Поэтому мы должны информационно освещать, мы должны всячески финансово помогать. Вот у нас сегодня в Гамбурге, у меня сейчас корона, снова заболел, плохо себя чувствую, поэтому не поехал, на карантине сейчас оказался. Да, маршал говорит. Аминь. И украинцев очень много сюда в Гамбург приехало, сейчас мы их размещали, тоже представители нашей правозащитной группы там сейчас занимаются, работают с этими людьми. Поэтому пока необходимости нет. Знаю украинца, который с Гамбурга уехал воевать туда, к себе, защищать свою родину. Очень отличный парень, просто молодец. И вот и показал и в этом себя настоящим патриотом, настоящим украинцем. Мы должны информационного, финансового, принимать беженцев, переводить им на разные на языки, в которых живем, помогать. Вот в этом плане мы можем много чего сделать, так как мы уже чуть раньше них сюда приехали, хотя и тут и есть и украинская тоже большая диаспора, она тоже активно сейчас включается вот в эту работу. Вот и дадис архитсон, вы ищите. Аслан, я почему вспомнил блогеров, потому что, во-первых, один Андрей Полтава, скажем, он там как бы депутат, он городской там, это, в общем, они как бы влиятельные люди, как их слово, в общем, тоже имеет какой-то вес среди Лори, Дистрил, я отлучусь, ко мне врач пришел. Да, и я хотел еще сказать, даже если один человек к нам приехал, да, когда у нас была война в Чечне, Сашко Белый, Олег Беркут, и, в общем, я о чем хочу сказать. Надо точки над «и» поставить над той помощью, которую нам украинцы оказывали. Там порядка 60 человек было в Чечне, всего лишь. Да. Но Сашко там говорил где-то 200, но он там чуть-чуть преувеличил численность этих людей. Сашко и Олега, я их видел сам лично только один раз, правда, видел, но тем не менее их было максимум 60 человек, 62, пускай 3 будет. И как только начались ожесточенные бои, и ребята поняли, что это не шутки, это действительно... Все вы знаете, ребята, какие были ожесточенные бои у нас. Вот. С того времени, как только они пересекли нашу границу, и с того момента у нас начались ожесточенные бои, и поэтому эти ребята уехали в Украину, остались этот Олег и Сашко. Еще 2-3 человека, по-моему, у них там остались. Потом эти 2-3 человека, не знаю, куда они исчезли. Олега убили, в общем, а Сашко уехал опять тоже на запад, в Украину уехал. Вот хотелось бы точно сказать и определить точно, какая помощь именно была оказана украинцами нам. Мы в долгу ни в коем случае не остались. Почему? Потому что мы уже, наши ребята там воюют сколько уже. Вот. И спекулировать этой помощью тоже, я считаю, неправильно. Вот. Мы никогда, именно наш народ никогда ни перед кем в долгу не оставался. Особенно такого плана долга. Я лучше даже сам бадок, а член тебя к мобильному клиенту.
Так, Аслана нету, тогда я уже руку поднял давно, хотел Да, Илья, хотел чуть-чуть опять свою позицию правильно выразить. Я вообще не, наоборот, не за то, чтобы сейчас какие-то условия ставить там украинцам или им напоминать что-то, или вообще как-то вот об этой признании независимости. Я наоборот имею в виду, чтобы как угодно нашу национальную там, идентичность или принадлежность использовали, что угодно сделали, чтобы главное, чтобы это им помогло. И вот я наблюдаю сейчас вот это бедственное положение, которое там в Украине. Вот эти гражданские трупы там, да, которые людей они бомбят, убивают точно как у нас. Просто вот вспоминаю, что как это у нас происходило, поэтому такая ситуация, что мы должны поддержать просто украинцев всеми там силами, возможностями. А то, чтобы вот призывать, да, там призывы вести, там, идти туда в качестве добровольцев, лично я, находясь здесь в тылу, тоже, короче, не имею ни морального, никакого права вести какие-то призывы. Единственное, если как-то украинцы возможность какую-то, я не знаю, юридическую или как мы вот здесь уже обсуждали, что-нибудь такое дадут, то тогда можно об этой теме говорить. Вот чтобы другие какие-то условия ставить о признании или непризнании там, или сейчас пытаться как-то в укор что-то противопоставлять или критиковать, я лично категорически против этого. Наоборот, полностью, всячески надо поддерживать украинцев. Вот сейчас здесь беженцы, сколько, уже 1 миллион из Украины беженцев. Здесь в Австрию тоже поступают беженцы. У кого-то у вас микрофон включен, и он мешает. Есть возможность ехать и тоже, короче, привозить оттуда беженцев как-то и перевозить там гуманитарную помощь и так далее. Вот этим вот кто как может, должен заниматься. Здесь уже есть многие, кто этим занимаются, из наших тоже, из чеченцев. Вот как-то так. А чтобы там призывать именно к сопротивлению, вот это к добровольческому, военному, конечно, украинцы и так неплохо справляются сами. Ну, этот призыв, у меня, например, нет морального права. Я, например, когда у нас партизанское даже сопротивление, уже в таком бедственном тоже положении было, и когда подтягивалась молодежь в ряды партизан, я наоборот как-то даже пытался сохранить многих, отбить от этого, чтобы они занимались какой-то не вооруженным действием, а какой-то подмогой, там, я не знаю, информацию там предоставлять, как-то еду приносить там или доставлять. Вот такое вот что-то. Вот. Как-то так я хотел тоже высказаться. Я согласен с тобой, да, милосердие, да, надо проявлять в любом случае, но просто на нас ездить тоже же нельзя. Мы проявляем милосердие, я не говорю ни укор,
не укоряя ничего. Я констатирую факты абсолютно, но это не в обиду ни украинцам, ни кому-либо там. Я говорю именно то, что было, а нами управлять и нами погонять, и еще и нас не признавать, извиняйте, так что же негоже. Да, что он плюс еще и наших санкционные списки уносят, он бенбожнах, тех, кто воевал, а потом еще и передают русским. Это же ни в какие ворота не лезет. Да, я понимаю, да, жалко людей погибающих, да, но тем не менее надо даже эти вещи тоже учитывать. Если ты сам себя не уважаешь, кто тебя будет тогда уважать? Надо эти вещи говорить. Я так думаю, это мое мнение. Я никого не укоряю. Да, конечно, жалко людей. Надо заниматься, да, этим, кто как может там помогать украинцам, которые там беженцы. Если в Европе люди находятся, значит, помогать, чем кто что может. Вот, это другое дело. Тем более в Европе там люди собирают, даже местные вот эти европейцы собирают, посылают в Украину целые эти гуманитарную помощь посылают, там продукты, медикаменты, там одежду, обувь, все посылают. Короче, очень много с Европы поступает. Здесь был даже ролик, я смотрел, как с Европы поступает помощь украинцам. Ну, просто чтобы на нашу каждую, в конце концов, сколько можно уже на нас ездить, нам ярлыки вешать, еще сейчас и к этому еще привяжут еще ядерный ярлык. Зачем это нам надо? Вот, просто возмущению нет предела, поэтому все выплескивается. Я должен, прошу прощения за такое резкое. США, там, знаешь, тоже дым, он иногда почти всегда не без огня тоже бывает. В плане вот этого признания сейчас, находясь в такой ситуации, если этого раньше даже как бы не смогли сделать, то сейчас говорить о каком-то признании, когда уже там часть территории, на части территории находятся эти орки российские, это сложновато сейчас. Не то, что сложновато, а неправильно сейчас ставить эти условия. Тем более Украина, она как бы постоянно действует сообща с Западом в данной ситуации. Так что там самодеятельничать тоже сейчас никто не будет. Ибрям, я хотел тебе сказать, понимаешь, дело в том, что российская сторона и в лице президента признали ЛНР, ДНР, не имеющие абсолютного грунта под собой, они признают. Почему бы даже вот этот Гордон объявил о том, что в своем где-то ролике, там, по-моему, в его передаче, надо признавать Татарстан, надо признавать Башкортостан, а про Чечню вообще слова не сказал. Признавать. Если они признали эти, тогда нам тоже надо признавать Бога, представляешь? А Чечню даже словом не вымолвил. То эти вещи надо знать, Ибрахим. Рано, не рано, если они так наглую признают, по большому счету нам их признание не надо. Кто такие правила устанавливал, признали, не признали. Мы сами себя признали, и это с нас хватит. А по ходу дела признают, другое дело. Нам, я считаю, нам надо, да, действительно, политическим путем надо бороться за свою свободу и независимость. Воюем, опять, сейчас у нас нет ни сил, ни людского ресурса, чтобы военным путем противостоять против этой, пока она не развалится. И по поводу того, что говорил Абдурахманов Абдурахман, я, например, да, считаю, что оно правильно
если бы было бы так, как скажем, оно монолитное государство была бы, Россия, да, тогда да, я согласен. Но оно сейчас, оно изгой, оно не до государства. Я считаю, что пока она не развалится, нам тяжело будет как бы завоевать в мире, имеется в виду. А так-то у нас есть своя страна, своя республика, своя конституция, свой народ, своя территория. Мы еще об этом объявим, иншаллах, да, интервал. Сейчас чуть-чуть тоже добавлю от себя. И признать, это ليل نيس ليل مديزي وهي أشاد الدنيا عادن دول همناخ جين دول دي شتوي أشاد الدنيا عادن كانش هنس في أوكرانيا O inis era gen dol diyor. Inis ama çoğu inis era. Ayız algoritma درست إز تندل باس وين ليل تخرجت إذا دويته إذا تنا ولا ميزه Альви хочет уже давно руку поднял, тоже. Наверное, сейчас основной. Дело даже не в этом, Ибрахим. Признавание, непризнавание войны, сигнал есть какой-то. Дело в том, что если они не дают такой сигнал, то что ичкерец готовы это в будущем, я опять на чеченский перешел, sorry. Это какой-то сигнал должны дать вот это правительство Зеленского, что они в будущем, когда вот эта война закончится, когда России дадут хорошо по шапке, они каким-то образом, не знаю, признают нас, помогут нам с этим делом разобраться. Какой-то сигнал нужен. Если этого сигнала нет, это означает, что они собираются Россию в тех границах дальше признать и с ней договариваться уже. Там, капитуляция России, не капитуляция, контрибуция, не контрибуция. Они рассчитывают. То есть это, так, мы хотим, чтобы они вот так это делали или нет, мы должны это сказать. Это речь только о признании, даже не признании, не признание. Вот, да, сейчас это форс-мажорные обстоятельства, там, на Украину напал Россия, но также за Украину весь свет вступился. Поэтому, что у них там нет времени на это, там это не к месту это. Как это не к месту, если они собираются, это вот эта лакмусовая бумажка, раз они это не хотят, значит, это означает, что они собираются договариваться с Россией в тех границах, то есть пойти на какую-то мировую, на какие-то условия, там россиянцы какие-нибудь там из Генштаба грохнут Путина, и империя сохранится и дальше пойдет. То есть это нас не устраивает. Какой смысл тогда? Алло, вот Украина, нах мабатиха, тига вай юкмехтик, тига лиела ему доузи туала, тига болчан, фубуха болчан. Не. У нас есть официальное заявление от Закаевского этого. Тогда какой-то сигнал вот этому Закаеву должен, я не знаю, сказали, не сказали. Также, кстати, Закаев должен... Подожди. Например, он масне ходишь. На русском языке. Юно, затемшин дуется, Буха может, артиш бубох дуется, да, сега болчан. Зеленский, мацарюет царь. Я там совсем другой уровень это. Вот сейчас Закаев должен был по теории срочно все бросив, прореагировать вот на это. И арахми сельдик я чтобы сдемпфировать это, потому что это как бы обратно, у тебя мяч сейчас обратно кинули. Альви, откинуть мало, кую железо не отходя от кассы. Да. Сейчас мяч обратно кинули, вот эти. Это вот контроперация против Закаевского заявления. Чеченцы захватили АЭС, там угрожает взорваться, независимость потребовать может. Это ГБшный вброс с той стороны, который озвучил вот это Арахмия. Каким-то образом к нему это попало, короче, агент он, не агент, там, не знаю. И сейчас мяч на стороне Закаева, он должен обратно им кинуть, короче. Да, мы понимаем, что сейчас не время, и не требуем от этого правительства Зеленского, чтобы они там срочно Ичкерию признали или что-то такое. Но вот так и так, короче, это
бред, это бессмысленный бред утверждать, что чеченцы ради независимости, чеченцы Кадыров, который является военнослужащим России, собирается взорвать электростанцию, чтобы признали Чечню независимость. Вот этот бред озвучить, он должен как-то это прокомментировать. Все, речь только об этом играет. недоработки, Так я что отрицаю? Украина, она, как я говорил, опять повторяюсь, да, что сейчас в таком бедственном положении, что они не могут, не сообща там Западом, со всем миром, делать какие-то от себя самодеятельность. Не такая ситуация, понимаете? Это не как мы там в 99-м году, чтобы идти куда-то в Дагестан, куда-то спасательные какие-то операции делать, подкидывая потом весь народ, а потом убегая сам, короче, куда-то на запад. Сначала идет в Дагестан, потом весь народ подкинул это, сделал, способствовал, чтобы в рабов их превратили, потом текают оттуда, понимаешь? В такие игры грамотные люди, умные, никто не играет, цивилизованный мир не играет в это, поэтому это даже не обсуждается, это бессмысленно обсуждать. Мы прекрасно это знаем, об этом что эта компания вот этих иголоидов, любителей здесь шариата, короче, шведского, все это понятно. Я не об этом, я говорю, что в текущий момент Закаев должен был прореагировать на это. Это только сегодня это заявление, так что можете еще прореагировать. У него есть время, там, завтра, послезавтра, какую-то ответную реакцию сказать. Но вот это правительство Зеленского, оно какой-то сигнал все же должно дать. Я не говорю признание, что контакты какие-то установить или что-то. Но если оно, что там внизу находится, они дискредитируют, кто сейчас в Украине находится, они это саботируют, да, они уже 8 лет это саботируют, не новость для нас. Там шариатская гвардия не саботирует, это понятное дело. Короче. Я не об этом речь веду, и речь чисто... Я хотел ремарку ставить. Асхалхи Маадр, куй железо пока... Не отходя от кассы, дарите кино Маадр. Я считаю, что если ты сам себя не будешь представлять и не пиарить себя, кому-то не интересен, никому ты не интересен. То есть тебе даже не вспомнят. Особенно сейчас, в этот период, когда Гордон говорит, можно признавать Татарстан, Башкортостан, а про Чечню молчит. А почему мы должны молчать? Да? Почему? Мы именно как раз вот такие вот моменты надо, наоборот, выставлять, представлять наш все Бажайс Баада, Шавик Гварьячка, Свон Визер, Вион Цавейта, Шавик Гварьячка, Свон Визер, все защищают, все преследуют свои интересы. Я считаю, лично я считаю, да, жалко, да, будем помогать, чем можем, да, это украинский народ, да, достойный народ, еще исторический, еще и до Бухмуш, это понятно, но мы тоже же народ. Кто сказал, что мы не народ? У нас есть своя страна, захваченная, оккупированная. Украинцы только сейчас оккупируют территорию, а у нас уже 30 лет как оккупированная, после того, как у нас как бы наша страна стала свободной. Ибо нас пока есть такое обстоятельство, надо продвигать свои интересы, интересы своего государства. Да, окно возможностей, но кого-то дать, но это нормально надо просто преподносить. То есть мы по-любому поможем, признаете вы, не признаете, по-любому поможем. И что, аккуратно, нормально, это диалог должен быть. Я это все понимаю. Но говорить, что вот, мол, там, не до этого им сейчас, мы им под руку что-то говорим, ну, это просто слова, мы же ничего таких действий не требуем, там, высадку десанта, и в Нажаюрте мы же не требуем. Это нормальная, просто обычная политика. Короче, разговор. Что про это разговор? Валдыр не скочит. Ох. Поэтому не нужно это слишком уже, это, Ибраим, доводить до такого
гиперболизировать олоксона, слишком преувеличивать это не нужно. Это нормальная практика. Но нормально, это должно было быть нормальное правительство, которое нормально это все озвучивает. Как ты сам понимаешь, с этим у нас проблемы с нормальным правительством, когда нормально все это озвучивает. И как всегда, мы не готовы. Я это, кстати, тебе говорил, что мы не готовы. Так что я согласен с этим. Мы не были готовы к этой ситуации и ни черта к ней не подготовились. Так, Аслан, тебе слово. Да. Я хотел сказать по поводу новость. Арестович есть такой, да, знаете, такого Арестович или Арестович. Он сообщает сегодня, 4 марта, в аэропорту Херсона Збройные силы Украины накрыли огнем близко около 1000 российских военных. Так что поздравляю вас с этой новостью. Поздравляю, как вот Алви писал в Фейсбуке. Милашину тоже поздравляю. И Каляпина, и всех остальных. Yes. Да, yes. Да, кстати, я напомню, у вас это только прочитал. Напомни, Алви, что я имею в виду? Напомни. Да, Алви, расскажи, что это значит. Я тоже слышал эту историю от одного журналиста в «Новой газете». Они с Милашина, там еще кто-нибудь, там Муратов, по телевизору в редакции «Новой газеты» смотрели, как в селе Сади-Котор, Комсомольское по-русски, разгромили это чеченские ополчения. То есть там большие жертвы были, я сам там присутствовал, 800 или сколько-то, около 1000, говорят, убитых там было. И когда вот эти трупы все показывали, когда это село разнесли, там на квадратный метр по несколько гаубичных снарядов было. Каляпина и Милашины произнесли. Да. И когда Милашина смотрел, увидела эти трупы, и как русские как бы победили в этой схватке, она сказала yes, вот такое движение такое делает рукой, yes, короче, в общем, yes, русские вломили наконец-то этим чеченам, типа вот примерно что-то такое. Поэтому я, когда сейчас вижу, как вламывает русским в Украине, я тоже так yes говорю, и Милашине телеграмму посылаю все время. Есть 1000 раз, есть 1000 раз. Так, к нам зашел человек под ником Марс. Приветствую вас, Марс, и вам слово. Только не слышно нашего гостя. Наверное, отлучился, но микрофон не выключен у него. Марс далеко, поэтому не слышим. Видимо, время нужно. Марс очень интересная научная тема. Он тут у нас в чате пишет, что не слышал людей тут почему-то. У него какие-то проблемы, по-моему. Ясно. Я тогда звук ему выключу. Так. Не, у него не включен просто звук. Нету такой даже функции, чтобы выключить. Так что Милашина, yes. Поздравляю, Милашина. Скоро Милашина. Ее этот Дмитрий Муратов уже получил Нобелевскую премию мира. Теперь осталось Милашиной получить Нобелевскую премию мира. И вот заживут теперь. Интересно, как они, Аслан, сейчас отзываются о происходящем. Муратов признает свою вину? Они же за Путина голосовали. Не знаю. Но они сейчас молчат. Вот эти молчат. Там знаете, какая у них система, я по наблюдениям знаю. Если они очень, хитрая и уже с большой историей империи, они наперед думают, да, и в отличие от нас иногда. И Нарусова, например, она там не подписывала или не участвовала в голосовании, когда там куда-то войска нужно было вводить в Украину, вот с этими событиями. И где-то проходила эта информация. И теперь Нарусова, доверенный человек, конечно же, Путина, она начала сегодня рассказывать в питерском парламенте, она депутат питерского парламента,
по-моему. И, да, она сенатор, по-моему, ну, могу ошибаться, была, по крайней мере, сенатором. И она говорит, что из одной роты, там, из 100 человек, только 4 выжили. И вот она начинает озвучивать позицию, информацию о потерях. И теперь по логике украинцы будут с ней сейчас взаимодействовать. И вот в таком плане они инфильтрируют своих доверенных людей, путинских своих людей. Путин инфильтрирует вот в разные процессы, как этого же Давида Арахамия, который представляет Украину. Кстати говоря, вероятность, исходя из того, что Давид Арахамия является, на мой взгляд, агентом российских спецслужб, я это не первый, это говорю, я сейчас говорю только о том факте, который сейчас открылся, можно предположить, что и у нас могли быть на переговорах с нашей стороны тоже агентура. Очень удобно, между прочим, иметь агента на той стороне, который потом будет влиять на твоих, на оппонентов, как-то вносить раскол и добывать информацию во время даже долгих каких-нибудь переговоров, когда они отлучаются, возвращаются. Тот может и свой нарратив туда, тот вражеский нарратив закидывать. Также он может и эту информацию передавать врагам. Так, Марс, вроде микрофон у вас появился, вам слово. Приветствую вас. Салам алейкум. Меня слышно? Да, хорошо слышно. Ага. Я хотел, может, отвлечь, или как у вас, может, своя тема, я вот обо всем хотел поговорить в пространстве. Как бы вот Украина, Ичкерия, ну и вот все вот постсоветские страны, как бы. Можно, да, об этой теме? Как бы, ну, наша тема сегодня Украине, мы посвятили ее, как вы слышали, да, давайте, если это касается этой темы, то... Да. Ну, вместе с Украиной, как бы я вот все в общий круг. В России, которые народы вот эти находятся, и СНГ всех, вот это, Украину, там всех касается, и Белоруссия, и Ичкерия, там, и все вот. Я сам из Казахстана, как бы, вот, чувствую, вот видно же, да, что вот время идет к этому, не знаю, когда это будет, в ближайшее время, или там какие 10, что вот это, Москва пойдет, ее режим, как бы, и готовиться надо к этому, что у нас, которые режимы находятся, они почти похожи, хотя вот взять там Казахстан, да, как бы все формально, как государство называется независимое, но оно в таком же положении, как Белоруссия, там, Ичкерия, да, также это, Татарстан, или также вот находятся они, как бы их люди стоят у этих, режимы их стоят, московские режимы, также и Азербайджан, как бы и с ними это. И вот как бы вот думаю, что в будущем это вот надо готовиться к этому, как их теперь с этих, как ослабление самой Москвы, как она, это будет рано или поздно, это разрушение русского мира, и как бы и на местах, как вот эту систему менять же надо, как эти же, которые, это же не просто так, это же с советского времени там кого-то сидят, или эти 30 лет, да, которые там вот у нас там, или той же вот Татарстан или в Чечне, это там тоже эти люди, да, эти местные режимы сидят, как бы там же она же донизу все схвачено, как бы вот как эту систему, это же целые кланы стоят, как бы, вот такая проблема тоже, как вот глобальная такая. Об этом хотел тоже поговорить. Спасибо, Марс. Да, Ибрагим, если, Марс, вы закончили, Ибрагиму слово. Да. Просто хотел бы чуть-чуть нашу ситуацию объяснить. Вот чеченцы, например,
после развала Совка сделали все, чтобы и Джохар Дудаев в свое время, и весь Кавказ призывал: проснись, Кавказ, проснись, Кавказ. Всех наших соседей, потом весь мир, там, Татарстан, бывшие советские республики, чтобы как бы действовали сообща все. К сожалению, мы вот в одиночку, можно сказать, держали. Вот просто мы отсрочили как бы то, что сегодня происходит, что мы видим, что мы в Грузии наблюдали, в Украине наблюдали. При этом, к сожалению, вот этот мир не хочет это признать, да? То, что приняв весь удар на себя, как бы чеченский народ, его там и террористам, и исламистам, в кого только не превращали, не называли. Ну, им удалось там частично увести в это направление там часть населения нашу, часть народа. Ну, в итоге мы вот потерпели поражение, да? Ну, мы не сдаемся, как мы видим. Наверное, мы самое активное какое-то движение на постсоветской вот этой системе, которой не смиримся никогда, и сейчас не смирились, и продолжаем вести свое сопротивление вот, так, как мы можем, одним словом, тем, что мы можем, подручно. Вот в данной ситуации, вот сегодня, вот я фильм вспомнил, «Мимино» есть такой фильм, это совковый фильм, ну, очень такой, всем приятный, старый фильм, семейный фильм, где во время суда вот этот, сейчас я имена уже не помню, водитель Краза, выходит там во время паузы, перерыва, и мимо проходит один парень косоглазый такой, Куравлев, артист. Не Куравлев, а этот, как его? Который, нет, который в Америку уехал, там, Крамаров. Крамаров проходит, и этот на него посмотрел и хочет, чтобы он свидетелем был как бы в судебной вот этой системе. И этот Крамаров, он ему говорит: о, мужик, у тебя такие приятные глаза, помоги, короче, там друг пропадает, короче. От того, оказывается, в этот ЗАГ, или как он называется, обезьянник, куда заключен. Но это человек, через 5 лет, по-моему. Да, извини, друг, через 5 лет, типа, как-нибудь попробую. Вот мы в такой ситуации, да, что, извините, друзья, весь мир сделал то, с нами то, что, я не знаю, через сколько лет мы еще сможем помочь кому-то. Ну, чем можем, я не знаю, все-таки поможем с наручниками на руках, там, я не знаю, в автозаке находясь под вот этой Российской Федерацией, куда нас затолкнули все, сделали их рабами, сделали там исламистами какими-то, да. Вот такая вот ситуация у чеченцев. Но тем не менее, конечно, мы будем продолжать и продолжаем, и рано или поздно и эта империя падет, и все вот эти народы нормально как-то, я уверен, что будут и сожить вместе, иметь отношения. Вот такое вот оптимистичное будущее. Только без Российской империи. Вообще русским уже пора здесь, адекватным русским, начать формировать за пределами вот это уже идущей в пропасть, погибающей империи, уже начать формировать какое-то правительство русской демократической правовой республики. Я им желаю, чтобы они нормально жили, процветали и не лезли
на землю, других не пытались в будущем порабощать там, и так далее. Всего им хорошего. Ну, что, вот как-то так я хотел высказать. И я вам хотел тоже ремарку вставить. Просто мы сегодняшняя тема у нас как бы война в Украине, не хотелось, это только такие дебри, это Советский Союз, распад СССР, там страны, союзные республики, то все, это целая история. Просто не хотелось подтекаться от именно вот этих боевых действий, от войны в Украине. Вот. И хотелось бы вернуть нас в эту колею. А у меня был один еще такой украинский друг, звали Анатолий Иванович Лупинос. Он еще там во время войны в Чечню к нам приезжал, он там даже по телевидению нашему выступал. Московское царство надо вогнать в пределы Садового кольца, и вот пускай они там создают себе свое государство. Ибрахим Хунадин, вот именно вот в пределах Садового кольца нужно, чтобы они там создали свою страну, свое государство русское. И пускай себе живут там, как хотят, понимаешь. И всем остальным, и всех остальных оставить в покое. И эту же Украину, и Грузию, и Молдову, и Сирию, и особенно Чечню. Я вот, да, с такими словами хотелось бы вас призвать все-таки, если у нас сегодняшняя тема война в Украине, вернуться к этой теме. Баркал Дересу, спасибо. Баркал Дересу. Так, друзья, не молчите, если есть что сказать, говорите. Ну, я вот хотел добавить, что да, ну, вот по Украине там многие как говорят, что как вот, ну, есть такой там настрой, что вот мы сейчас победим, а другие наоборот в другую сторону. Я так вот, мне так кажется, что это, ну, если вот так будет продолжаться, ну, она затянется это надолго, ну, так я думаю. Если вот конкретно не договорятся, что там что-то Украина уступит, там типа скажет, Москва там типа скажет, давайте нам признавайте эти республики ДНР, и Украина пойдет на это, тогда, может, они там договорятся, выйдут тогда. А так они не выйдут, они будут давить. И, конечно, многие говорят, да, она там, Россия, все уже там некого отправлять, и разбили всех. Ну, все-таки, честно сказать, Россия, она же ресурсы у них, очень огромные ресурсы, это с Украиной не сравнить. Сейчас они вот этих перебили, они еще могут накидывать людей туда, как бы и хватает, как бы, так что это не так просто, это будет давить, и, ну, как бы, конечно, сейчас, дай бог, сопротивление со всего мира шло, как бы, поддержка там, да, оружием таким современным, чтобы, я не знаю, там, самолеты какие-то, ну, обратно, самолеты поставлять, им надо управлять кто-то ими, чтобы это небо закрывать, тоже сложно, как бы, вот ситуация по Украине. Ну, конечно же, вы правы, Марс, абсолютно, я с вами согласен. В России, конечно же, по ресурсам, по этому человеческому материалу она намного превосходит. Ну, не намного, но превосходит. Особенно с учетом сегодняшней поддержки Украине. Поэтому сейчас уже перевес уже не такой большой. И я думаю, дальше с учетом еще новых технологий. Ну, у русских есть большие бомбы и так далее. И я так полагаю, самое главное, что у них есть, и чем они, как я теперь понимаю, к своим 44 годам, я понял, как Россия стала такой большой империей. У нее нет никаких принципов морали, нравственности. И то, что говорил Джохар Дудаев, я сейчас это понимаю. Они могут любую провокацию сделать, любое количество людей убить. У них нету никаких, вот в этом плане, никаких ограничений. Соврать — это вот самое любимое их дело. Они даже как дышит, да, говорили в советское время, врет как дышит. Обман друг чекиста. Это их дело. Но
мне при всем при этом, я считаю, что когда пойдут массовые жертвы, да, одно дело посылают разных бичей со всей России согнанных, а другое дело, когда начнут гибнуть офицеры, СОБРы, росгвардейцы, люди, которые хотят хорошо жить, которые хотят ничего не делать и иметь хорошую зарплату там, и так далее, иметь власть какую-то определенную. Вот эти люди, когда начнут гибнуть, а их уже, вот я сейчас выложил в сообществе у себя, 9 тысяч уже, по данным украинской стороны, уже 9 тысяч уже ликвидировано террористов российских. И я думаю, если эта цифра за 8 дней дошла до 9 тысяч, а если это протянется еще месяц и она дойдет там до 30-40 тысяч, то я думаю, жители фашистской России будут вынуждены уже начать шевелиться, потому что это уже приобретает такой массовый характер. А если так пойдет, то их скоро будет и 30, и 40, и 50 тысяч уничтоженных. Да, да, Марс, пожалуйста, ответь. Я поправку хотел сделать, Аслан. Вот то, что вот эти говорят там, вначале сперва было, вот позавчера, или когда говорили 5 тысяч чем-то, сегодня вот 9. Есть поправка, это всех, кто-то, я не помню, Арестович или кто там говорил, это идет потери армии России, это со всеми, и с убитыми, и с ранеными, это не именно, что именно умершие, это вот 9 тысяч заявок. Да, убитых, это и раненых, совсем... убитых и раненых. Да, это общие потери идут, называются. Да, я это понимаю. Даже в таком случае это колоссальные потери. Они не ожидали, что за 8 дней, так, именно поэтому их так много, этих потерь, потому что они просто загнали туда это мясо, и они рассчитывали, что вот они вот нахрапом возьмут. А получилось, как обычно. Так, Алю, тебе слово, пожалуйста. Я не согласен, что это надолго затянется. Ну, конечно, если правительство Зеленского будет совершать ошибки, вот как эти переговоры и все, тогда да, затянется, потому что рынок, вот эта финансовая система, она реагирует на такие вещи. И когда они видят, что вот сейчас могут договориться, какие-то переговоры, этой новости уже достаточно, чтобы приостановить падение рубля, или чтобы какие-то гиганты, корпорации, гиганты промышленности не стали выводить свой капитал из России, как сегодня, например, вот этот Райфайзенбанк, вот Кока-Кола не стали из России уходить. Вот это на мою думку, вот эти переговорные процессы, они притормаживает вот эту лавину санкций и жесткого отношения к России. Потому что Россия имитирует, делает вид, что они вот сейчас перестанут, может быть, пойдут там согласятся уйти из Украины, бла-бла, там все снова восстановится и так далее. Это раз. По поводу ресурсов России. Россия это колос на глиняных ногах. Так, по-моему, если я не ошибаюсь, Гитлер сказал. И Гитлер в этом случае был абсолютно прав. У России есть армия рабов. Геббельс сказал, Геббельс. В общем, не важно, но Россия – это армия рабов. Именно поэтому, когда немцы зашли, они там в течение 2 месяцев или месяца дошли до Москвы, 5 миллионов человек сдалось. Вот этот Сталин, в конце концов, этот приказ, какой-то приказ был, как забыл его номер, по которому расстреливали и стреляли вот эти заградотрядами, гоняли. Ни шагу назад. Ни шагу назад, да-да. Это показывает вот эту систему, потому что вот эта сталинская система, она абсолютно повторяется Путиным. Да? Это тоже, опять-таки, армия рабов. И мы видим, как он это... говорил там, да? Пленных у нас нету, Борис, пленных у нас нету, это приказ был. Да, вот эта армия рабов, сейчас они тоже начнут вот эти заградотряды собирать, вот это то же самое, по тем же лекалам все это делает. Поэтому армия России эффективна против кого? Когда у врага нету авиации, когда враг не может иметь самолеты или какие-то там установки «Ураган», «Град», они банально бомбят вот это место, пока все там не зачистят, тактика выжженной земли, потом снова заходит. И Сирия это показала, у нас это было видно, они пехотой ничего там не брали, они просто чисто сравняли все по квадрату с землей,
оттуда уходили наши эти бойцы, они заходили. Короче. Вот так это все делалось. Потом доходит до какого-то села, районного центра, бомбят их, убивают мирных жителей, оттуда приходят старейшины, говорят, не стреляйте в нас, они говорят, либо вы входите в состав России, либо мы ваше село это сравняем с землей. И вот так они до самых этих горной местности доползли. То есть Россия воюет исключительно террористическим методом. Как только она наталкивается на технически вооруженного противника, который не даст им применять авиацию, не даст им применять вот это ракетное оружие, или на таком же уровне отвечает, они сразу сыпятся. Они не привыкли драться с таким противником. Они и раньше сыпались. То же самое было. Если бы Америка не помогла с этим ленд-лизом, этими огромными поставками, они бы в жизни там Гитлер туда-сюда просто прошелся бы по всей этой России. Тоже поэтому давать им какую-то, у них большие ресурсы. Нет, это коррупционная система. Посмотрите, что с их армией. Вот смотришь на эту технику, это та же самая техника, те же Т-72, те же БТР-70, БТР-80, якобы модернизированы, потому что все эти деньги распилили, украли на беспилотники, на какие-то эти Су-57, на все. На огромные деньги, которые вкладывались, это все пилилось, покупалось, яхты, там генералы, дачи, виллы в Италии, в Испании. Они все это распилили. А Путину докладывали, что вот, мол, наша армия сейчас вообще супер, за 3 дня возьмет Киев, бла-бла-бла. И тот действительно дурак поверил со своими мультиками. Поэтому нет, даже вот в такой вот даже этой ситуации, когда НАТО не дает ни самолеты, ни украинцы сами успешно бьются, как бы фантастически это не звучит. У России там сколько? 1200 самолетов боевых. У Украины было, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли 80, то ли 70 перед войной истребителей. И даже с такой разницей они не смогли ни воздух получить, ни как-то их задавить. Это показывает уровень армии России. Украинцы успешно сбивают вот эти новейшие их самолеты Су-30, Су-35 и успешно противостоят. Поэтому я не согласен, что там в России там какие-то ресурсы. Вот если до конца будут давить, ведут полное эмбарго на нефть, газ, полное эмбарго, то некуда им деться. Год максимум они протянут, и то я сомневаюсь, потому что им же нужно что-то платить, там, вот это, в Северную Корею они превратятся. Но в Северной Корее можно жить, если эта Северная Корея ни с кем не воюет, а уже вошла в режим такой стабильности. То есть они уже привыкли жить под санкциями, они с рождения живут под санкциями, так что. А здесь другая ситуация. Они только что у них доллар был по 30 рублей, они ездили в Испанию в отпуск. Российское общество этого не выдержит, резкого перехода в Северную Корею. С проигранной войной. Плюс. Это вообще ужас российской истории, когда царю прощают все. Если бы он положил еще там 10 тысяч, еще 20 тысяч солдат, но взял бы Киев, пусть 100 тысяч положил бы, взял бы Киев, показали бы по Первому каналу, там как это они Киев знамя на это водружает, какое там у них здание в Киеве самое, я не знаю, водружает знамя вот такое красное, российское, то вот этот быдло электорат, вот этот, простил бы Путину. Это русская такая имперский угар в головах, он такой простит ему. Но если этого не случится, если они плюс еще станут Северной Кореей и изгоем, это развал России гарантирован. Там, и причем быстрый, там, года даже не продержится. И по поводу вот этого раненых. Раненые еще хуже проблема. Чем больше раненых, тем лучше, потому что раненого надо лечить, его 4 человека его тащить должны, где-то на него ресурсы тратить. Они уже украинцы. В общем, когда потери, убитые, раненые, это не шибко разница, раненые даже хуже для противника. Выше 200 хуже. Я сделаю, если разрешите, один объявление. Смотрите, мне тут пишут, что меня не было 7 дней. Как раз я только война началась, начал активно освещать войну, и в этот момент меня забанили. Сейчас включу свое видео.
И вот мне тут Джагар пишет, ну, разные тоже сообщаю. Смотрите, я сейчас выкладываю свой резервный канал, Human Rights Center Ичкерия называется. Вот я его выложил. Я его напоминаю, что в случае блокировки одно предупреждение есть. Это предупреждение у меня будет еще 3 месяца на канале висеть. И в случае там еще 2 предупреждений канал навсегда заблокируется. Это было по моей вине, это не враги атаковали. Но я начал делать стрим на Human Rights Center Ичкерия, потом в ТикТоке у меня есть канал, там подписывайтесь. Там меня они забанили, жалобы на меня поступали. И я до 10-го там не смогу ничего постить. Сейчас я буду опять тут на реалити. В моих каналах, где вот указано каналы, сейчас я посмотрю, это вот плейлист, сообщество, каналы. Вот в этих каналах, где написано, там есть все мои каналы. Это Human Rights Center, DE Reality, это уже на немецком, потом Reality Life и Reality 1. Вот эти 4 основных моих канала, по которым вы всегда меня найдете в случае блокировки одного из моих каналов или этого канала. Ну и, конечно же, такой же, с таким же названием Reality HRCI в ТикТоке. Добро пожаловать. Так, Саша, тебе слово. Хотел по поводу ресурсов там пару слов сказать. Ну, военная машина России известна нам еще с давних пор. Казань брал, Астрахань брал и так далее. И далее уже не ходили. Это такое дело. А если даже не только далее, возьмем пример на Финляндии, как они там воевали. А ресурс у них что, ну, больше, 2 раза больше, чем, скажем, у украинцев. Именно людской ресурс. А по качеству этого людского ресурса России далеко до украинцев. Одна пьянь, короче, там, и все. И как его, их воинский дух развонялся на весь русский дух, на весь мир развонялся. Хотелось это сказать. И я думаю, украинцам, чем больше они там растянут вот это все, раз они напали, им как можно дольше надо растянуть вот это как бы противостояние, и как бы драться надо, драться. И скоро, думаю, сейчас, тем более, сейчас уже в полете российская экономика, это страна, недострана. Скоро им банковская система, SWIFT, потом все расторгают все контракты, Siemens, Shell, Total, короче, все такие гиганты мировые, они расторгают с ними контракты. Потом стоп, Северный поток номер 2, вот, второй, в общем, чем больше Украина растянет, то все, и тогда хана придет России. Она полностью развалится. И не может им ни Китай, и ни их ресурс, ни недра, которыми они гордятся, что да, действительно, недра самые большие в мире, понятно. Так что по поводу ресурсов хотел вводить пару реплику вставить. Я бы тоже добавил бы к тому, что вы говорите. Конечно, вот Альви сейчас сказал, что, скорее всего, недолго война будет, но год это уже долго. То, что Россия потеряла уже 9 тысяч человек, так опозорено, так много они, в принципе, после того, как воевали с нами, они так больше нигде и не воевали. Они 5 дней Грузии, так дошли чуть-чуть, грузины ушли в Тбилиси, и после этого русские остановились и там, вынудили, или они даже не хотели, их задача была чуть-чуть захватить, как сейчас они это сделали в Украине, Донецк, Луганск, когда захватили. Вот реально они сейчас столкнулись с силой, которая реально их мочит, оказывает им сопротивление. Это в Украине это уже произошло.
понесли большие потери. Это для них сейчас уже как бы нужно восстановить репутацию, что вот они такие сильные, великие, и они будут, скорее всего, очень много дальше тратить усилия, и эта война, она уже будет сама с собой уже втягиваться, вот это развитие будет. И в этом плане это может... Хусейн, Хусейн, микрофон. И вот может ситуация, которая сейчас развивается, вот с атомной электростанцией, вот эти все дела, почему об этом сейчас они уже заговорили? Я более, кажется, предсказывать дело неблагодарное, конечно, я уже убедился неоднократно, но опять же, кажется, вот то, что они захватили атомную электростанцию, сейчас несут колоссальные потери, которые они не ожидали, никто не ожидал, что такие потери они будут нести. По всей видимости, они будут эскалировать эту ситуацию еще сильнее, еще больше накручивать и еще больше посылать туда людей, потому что отступить они не могут. Санкции уже не снимут с них. Санкции, пока они не освободят Донецк, Луганск, часть Донецка, Луганска и Крыма, больше никто с них снимать не будет. Соответственно, они уже еще территории захватили. Они уже под Харьковом бьются, они там в других местах еще где-то бьются. И это будет дальше затягиваться, и чем дальше, тем больше жертв. И чтобы это молниеносно произошло, и чтобы перелом сделать, потому что сейчас инициатива не на стороне русских, им нужно сделать какое-то экстраординарное, невероятное что-то им нужно сделать. Невероятное, это опять же, у меня пока в голове только это то, что говорит Давид Арахамия, что Давид Арахамия вместе с кадыровскими террористами захватит атомную электростанцию. Вот он, наверное, будет вместе с ними. И будут изменить, перехватить инициативу. Вот задача сейчас у русских, которая полностью ушла из их рук. И то, что делает Зеленский, из-за своей неопытности он это делает, из надежды он делает, потому что большие потери. И плюс он сам говорит, чтобы украинцы не сказали мне, что ты не все сделал. То же самое с Дудаеву говорили. И Дудаев вынужденно вел с ними разговоры, хотя у нас шансов победить было меньше, чем сейчас у украинцев. И все равно мы вынужденно разговаривали. Я думаю, может быть, свой круг. Война, знаете, война это такое дело, она убирает фальшивых людей, и настоящих тебе собираются вокруг тебя определенные, особенно это тяжелое время, когда это жизнь и смерть, не когда там легкие какие-нибудь там боевые действия, где непосредственно тебе угрозы нет, а вот когда это касается уже непосредственно гибели твоей, там, рядом с тобой находящихся, и вот в этот момент люди выявляются, и как Арахамия выявился, я надеюсь, его выкинут пинком под зад из администрации. Но если не выкинут, то, конечно, за этим тогда может стоит и Зеленский тоже. И вот я так полагаю, что Зеленский, если еще немножко пройдет время, он станет другим человеком. Он уже стал, он сам говорит другим стал, но он станет другим человеком, потому что десятки тысяч жертв, огромные разрушения и риск для жизни, который для него есть, то это очень сильно меняет человека. Я надеюсь, возмужает еще больше и станет великим лидером украинского народа. Да, Саша, тебе слово. Аслан, ты абсолютно прав. Сейчас для российской стороны какую-то невероятную акцию надо провести, чтобы как бы восстановить статус-кво, о котором они как бы возомнили себе, что, мол, они себя представляют. Это во-первых. Во-вторых, я лично считаю, что джавелины и стингеры вполне достаточно для того, чтобы, скажем, и Байрактар обязательно. Очень чтобы разбомбить эту старую советскую 60-х годов технику и уничтожить эту технику, это вполне достаточно для украинцев, которых у них есть.
Это оружие у них есть. Единственное, сейчас, если он, как Зеленский попросил у Запада, самолеты, если будут самолеты, все, там уже, дальше уже говорить не надо о том, что Россия действительно, во всяком случае, из Крыма и из украинских земель она уйдет, это 100%. Да, Мола. Да, Мола. Да, мы очень на это рассчитываем, надеемся, молимся, да, Мола, это так произойдет и получит заслуженный пинок. Но, опять же, с большой вероятностью полагаю, что все-таки атомную карту Путин может в любой момент, в ближайшие причем дни, это разыграть. Да, Хусейн, тебе слово. Я немножко там на другом стриме был, там с американцами, с этими тоже меня туда и туда пытался два зайца поймать. И был интересный, очень интересный разговор тоже о том, что ну, вот это захватили кадыровцы, это атомную станцию, пытался им там объяснить, что это никакие не кадыровцы и так далее. То есть они тоже говорят об угрозе атомного применения атомного оружия. И вот мы говорили, в каком количестве, вернее, какое качество оружия или какое будет атомное применяться, если применят его, атомные подводные лодки или будут применять это оружие, или же наземные какие-то базирующиеся, да, такие пусковые, эти сатана там, прочее, зараза. Но здесь уже по моим, по всем, я думаю, многие так понимают, что атомное оружие это не обязательно, чтобы запуски делали ракеты в сторону Америки. Это может быть вот эти атомные станции, которые они захватили и сейчас хотят на чеченцев навесить якобы ярлык, что они такие безбашенные, могут взорвать. И в принципе, если что-то с этой атомной станцией случится, то это уже, считай, применение атомного оружия. Потому что как атомная бомба, это не то, что только взрыв, да, там взорвалась, часть населения умерла, это заражение местности, это лучевая болезнь, это смерть невидимая, которая тебя ни в подвале, нигде не спасет никаким образом. Поэтому здесь тоже вот эти вещи немножко мы должны думать, да, и попытаться донести, если какие-то есть каналы, связи с этими кадыровцами, так называемыми чеченцами, которые загнали или добровольно не пошли туда, чтобы, если кто-то имеет с ними контакт, нужно говорить об ответственности, которая на них лежит, потому что их применяют. Они, во-первых, как бы полностью свой народ дискредитируют, да, не так его дискредитировали, но в данном случае это уже не как бы дискредитация, а преступление перед всем миром, которое связано будет уже с чеченским народом, да, который выпирает вперед. И русский народ вроде бы не виноват, а виноват именно чеченский народ, потому что вот чеченцы сделали это, чеченцы, то есть бренд, который используется, слово чеченец, это очень страшно. Раком поставим мир. Муха? Весь мир раком поставим Бог. Ну, всякие применения атомного оружия, там, за 2 дня захватим Украину, боже, военный имидж, видишь, это Украина, например, ничего не сделала абсолютно плохого ни одному чеченцу, да, ни одному, потому что мы здесь, на нас Украина не нападала, с Украиной у нас всегда были хорошие отношения, украинские беженцы после Голодомора приняли у нас, жили в наших семьях, стали членами семей. У нас враг наш русский народ, враг наш Россия, поэтому мы должны вот часть, это... Хусейн, часть русского народа, фашистская, имперская часть. Не часть, там... Я не хочу разделять эту часть, 1% русского народа от 99%, потому что это русский народ сегодня, посмотри в Москве, или посмотри здесь в Австрии, да, здесь идут демонстрации ежедневно, австрийские. Ты видел хоть одну русскую демонстрацию антивоенную? Видел хотя бы в Берлине или у вас там есть антивоенные, чтобы русские, которые живут здесь? Я поэтому и говорю, часть, она большая часть, большая часть, но это часть, и Бог. Просто человек, который, например, считает, что он не алкоголик, да, я буду алкоголиком говорить, и никогда на себя это не будет тянуть.
Я это говорю. Когда о чеченцах там говорят, я не себя в это число не сую, но в данном случае, когда я говорю о чеченцах, это ложь, которая на нас распространяется. Если бы наш народ напал бы на какую-то другую страну, я был бы за то, чтобы нас называли народом, который напал на другую страну. То есть независимо от того, кто там против или не против. Почему-то немцы после Второй мировой войны, да, хороших немцев не было и плохих не было. Отвечали все немцы. Все буквально, весь немецкий народ. Поэтому русский народ тоже должен когда-то ответить, Аслан. Мы не можем их как бы, вот вы хорошие или не можем делить, у нас нет времени. Но Шейлер Элла Бартан, машин Тевелши, Мохтевшина, Масана Халилшина. Некогда мне разбираться с вами, кто у вас хороший или нет. В этом плане я сегодня на демонстрации выступал, на украинской демонстрации, им тоже говорю, мы должны обвинить русский народ, чтобы не для того, чтобы как бы его совсем уже обвинить, а для того, чтобы они думали, что они тоже виноваты и принимали какие-то правильные решения. Думали о том, что это пятно ляжет на них, а то получается, что весь мир виноват, да, а русские всегда чистые, сухие из воды выходят. Так не может получаться. Еще я вот, пока это у меня слово не забрали, хотел бы вот, сказать о насущных наших проблемах, что мы можем, чем мы можем помочь украинцам, сегодня попавшим в беду. Вот на вокзале, например, в Вене, я думаю, в Берлине, везде беженцы, сотнями, тысячами идут украинские беженцы в Европу, приезжают на вокзалы, там, на автобусы, на станции, не знаю, здесь я знаю, они на нашем Гауптбанхове находятся, там австрийцы помогают им. Желательно, чтобы чеченцы тоже приняли участие в этом деле, помогали пищей, где-то, может, развозили их, отвозили на машинах, подъезжали семьями, с детьми забирали. У кого-то, может, возможность есть на дом брать этих людей, потому что австрийцы берут к себе домой, там людей приводят, да, там, пока они куда-то устроят в пансионате, день, два, три, чтобы люди не ночевали на вокзалах. Потом можно через женщин обеспечивать продуктами питания, да, и мы можем обеспечивать, там, скидываться или каким-то образом медикаменты посылать, еду посылать прямо в Украину. Если соединяться с украинской диаспорой по местам проживания, и собирать какие-то продуктовые ящики какие-нибудь, да, там, может, или деньгами им помочь, или купить продукты, или у кого есть возможность, какие-то бронежилеты, каски, то, что им нужно, ну, питание, лекарства, думаю, в этом большая необходимость сегодня в Украине. Вещи, насколько я знаю, здесь я сегодня спрашивал, шмотки уже навалом настолько их привезли, что девать в принципе некуда. Люди в Украине сейчас уже на грани голода будут, потому что магазины не функционируют, а как мы знаем, городское население никогда не запасалось продуктом питания, вообще никогда, да, потому что вышел в магазине, все есть, зачем тебе питание. И поэтому в городских условиях, там Киев, там, Львов, там большие города, там уже день на день будут огромные проблемы с питанием. Вот у меня огромная просьба к чеченцам, особенно к чеченцам, чтобы то, что мы сегодня сделаем, да, завтра нам большим плюсом будет, нам не будет стыдно завтра говорить об этом, да, и украинцы будут видеть реально, что мы с ними хотим помочь, а не только разговорами помогать. Надо помогать именно делом. Вот мой такой призыв в конце. Баркал, Дересхуль, Алви, тебе слово. Я немного техническую экспертизу делаю, чтобы вы знали, что не дай бог, если это все-таки случится, вот это если взорвут атомную электростанцию, коротко, что случится там и какие последствия будут, и что делать, буквально коротко. В общем, атомная электростанция, она как бомба не взрывается, там нету оружейной чистоты урана, и она просто, скажем так, если ее подорвать, Алло, подробности только там, не подсказывай, а так рассказывай. Подробности лучше меня, наверное, знают эти диверсанты. Там нечего. Ядерная вот электростанция – это очень простая вещь, в принципе.
очень просто устроено. В общем, если они подорвут это, как бы этот саркофаг разгерметизируется, вот вся вот эта, скажем так, вот эти радиоактивные вот эти вещества, там йод, там всякие, что там накопилось, это уйдет, это выбросится наружу и смешается с пылью, с влагой, и первое время осядет, короче, на почву осядет. Потом вместе, когда вот с ветром, там, с этим, это все поднимется в воздух, и уже зависеть будет, куда ветер подует, куда туда они и с облаками их отнесет. Если ветер в сторону России подует, там в Россию их отнесет, если в сторону Белоруссии, в Белоруссии, если в сторону Европы, то их отнесет в Европу. Если это вот очень сильный выброс будет, то мы как бы ближе находимся к этой Украине. Нам надо будет вот эти маски носить, как и с этим коронавирусом. Кстати, люди уже подготовлены автоматически к этому. Чтобы не вдохнуть вот эту пыль, когда она попадет в легкие, вот там она, радиация будет, там это альфа-частицы, это очень вредные. Снаружи они в кожу не проникают, а вот если мы их вдохнем, они нам вредят. Поэтому всем придется ходить в масках. В комнате надо будет запастись скотчем и залепить, чтобы в окна эта пыль не залетала. Можно купить вот это очистители воздуха, они хорошо пыль через себя пропускают, и она также будет вот так улавливаться. Потом уже правительство там наладит систему, вам будут давать специальные таблетки, чтобы радионуклиды выводить из организма. В общем, это не что-то такое, там, вся Европа, все помрут, там, разбегутся. Это такая, да, мощная очень катастрофа, но она, скажем так, терпима, если можно это так обозначить, короче. Примерно вот так это все. Но неприятная, конечно, эта вещь, но не такая уже там супер смертельная. Там пойдет радиация, все помрут и все такое. Если еще что-то хотите знать, спрашивайте, в общем. Так, Веляхо. Хусейн, ты руку не опускал или поднял заново? Так, Ибрахим, тебе слово. Хусейн не слышит. Насчет, вот сейчас Алви как бы озвучил о радиации, я вот насчет коронавируса, да, как бы я и до этого, вот я подозреваю, да, я не хочу там заявлять, что да, точности, что это вот так или не вот так. Ну, лично мое мнение, что русские, если не полностью, но одни из, если там с Китаем, да, это у них связки, одни из организаторов вот этого вируса. Просто это мое вот такое вот мнение. И начав вот эту украинскую войну, после начала этой украинской войны, я как-то все равно еще больше к этой версии склоняюсь. Потому что даже к такой версии, что этот вирус, он был обкатан в преддверии там чего-то еще. Ну вот, как бы не пугать я собираюсь своим вот этим высказыванием людей, но почему-то вот еще больше я как бы склоняюсь к тому, что это было запущено, оно через всех, можно сказать, там 90% людей прошло. И как это работает, уже знают в случае чего. От этих подлецов, от этой империи все, что угодно можно ожидать. Я это лично знаю, что от них все, что угодно можно ожидать. Баркал. Так, Марс, вам слово. Да, я хотел вот сказать, что вот Украина изначально, она уже как бы, ну, победила. Даже когда уже это началось вот это наступление, когда пошло вот это, на Украину, они уже, мне кажется, изначально выиграли, потому что победили уже как бы еще не пришли мы к результату, но изначально уже было. Потому что все как бы
ну, правды, как это говорится, да, там сила в правде, вот то есть за ними вот и правда за ними. Тут как бы и других вариантов нету. Потом про вот помощь, да, надо вот как-то, сейчас самое вот тяжелое время, вот это народу, сейчас просто простой гражданский народ будет страдать. Это будет давление на него, эти вот эти города будут, потому что разрушать города будут стараться, как бы на этом отыграться, да. Как и в Ичкерии было, вот это не могли же справляться, и на людях отрывались. Да. Надо вот как помогать. Вот у нас, я знаю, вот, про продовольствие собирают люди, простые люди, лекарства, самое вот это необходимое людям. У нас сейчас вот сколько, 200 тысяч долларов, простые люди сами вот так понемножку собрали. Сейчас через посольство это Украины передается. А само наше вот государство ничего не делает, получается. Вот простые люди вот Украине помогают. Потом про эти ресурсы я хотел, да, сказать, что люди не согласны. Может, не поняли, я говорю, это надолго. Это может, ну, месяцами это еще будет продолжаться. Ресурсы, я как в смысле говорю, что Россия же это не Азербайджан. Если бы, ладно, Азербайджан напал бы там, они бы быстро выдохлись. Но тут эти бомбы, много оружия, они будут города эти. Сейчас они не могут с армией справиться там, армейскими вот этими силами против украинцев. Они будут отыгрываться на городах, а этих у них бомб много. Небо, если вот сейчас не закроют, они будут бомбить эти, ну, инфраструктуру, даже не только города, просто там, не знаю, вот эти, как объекты, там, как жизнеобеспечения, там, в эти, как там, не знаю, там, ну, которые дают там городам жизнь, там, хлебопекарни, там, или еще что. Вот, они экономику будут. А я про ресурсы говорю, Россия это большая. У них же не на их земле же это идет война. Им-то пофигу, они там сидят, как у них работали, свет есть. Они тут разрушают инфраструктуру, они на это же давить будут сейчас Украину. И вот надо готовиться, конечно, это я говорю, это на месяца может, а эти месяца они разрушать будут Украину, экономику просто. Они, чтобы света не было, газа не было, там, не знаю, воды, просто питание, чтобы вот экономику будут подрывать. А я про это говорю, ресурс у России-то большой, она вот этим будет давить. Ну, оружие до хрена, эти бомбы они будут закидывать. И вот надо, конечно, это больше поставок, как давить, чтобы Запад больше поставок делал вот эти современного оружия, там вот эти джавелины и так далее, ну, там радиолокационные какие-то, там, как называется, оборудование там, поэтому. И, а так-то изначально тут понятно было дураку, даже вот, мне кажется, удивительно было, как у них ума хватило вот напасть. Это дураку понятно, что они, ну, не правы там со всех сторон. Это еще в наше время, как бы, это вот как Гитлер получается, ну, это как оккупация, натуральная оккупация, там, без всякой причины даже. Там они подгоняют какие-то, ну, это, я не знаю, они своим населением могут пихать через вот это. Вот люди сейчас говорили про русских, да, это и вправду, они только и хавают, эти русские, вот, по телевизору или что там нацисты, там, дурак же понимаешь, что президента они даже не украинцев выбрали. Какие они нацисты? Они, даже в России сейчас не может еврей прийти, да, вот это 100%, хотя это федерация. Сколько народу? Они не выберут ни чеченца, ни еврея, они сейчас не смогут. А в Украине пришел Зеленский, еврей. Какой нацизм, какой там фашизм? Ну, это они вот своим это людям скармливают. Я сейчас с людьми, с простыми русскими разговариваю, они говорят, начинают этот разговор. Вот там же нацисты, ну, повторяют вот, СМИ. В основном это массе люди, что им говорят там по телевизору или где там соседи, родственники, они то и повторяют. Но ты вот это еще запустили, эту тему, как она там, 8 лет, Донбасс, никто не обращали, там бомбили Донбасс. Кто это 8 лет устроил ДНР, эту республику? Кто устроил? Откуда этот Гиркин пришел? Ну это же дураку понятно. Они нет, они вот свое толдычат. И они это будут, я так думаю, они будут на это давить, они экономически будут Украину уничтожать. Будут давить на простое население граждан. Они сейчас будут, ну вот, устраивать, я не знаю, как Сирию или что, вот, или вот Чечне, что было в Ичкерии, да, вот просто это
на уничтожение. А изначально, конечно, я понимаю, что они проиграли. Как бы что ни было, да, они могут экономику сейчас разрушить Украину, но они проиграли изначально, как бы что бы ни было. Или они сейчас быстрее вылетят оттуда, с Украины. Вот сейчас все хорошее оружие начнут поставки, там, не знаю, небо закрыто, украинцы падают. Потому что, правда, вот люди говорили, это свободная армия, она всегда более эффективна, чем вот которая дутая их армия. Вот эта, как советская армия полезла там в Афганистан, они с этими с афганцами, которые там толком оружия-то не было, не могли воевать с ними, потому что там правда на их стороне была. На стороне, в смысле, Афганистана. Вот, хотя мощное такое государство, Советский Союз, и проиграл. Все, спасибо, Марс. Ибраим, тебе слово. Я хотел сказать, что эти же санкции, они после заявления, после угроз Путина, там намного хуже положение у России будет сейчас, чем в Украине. Сейчас как это все начнет вступать, уже как начнется все задействоваться. А насчет вот этого, что россиян как бы проводят пропаганду и преподносят, что там в Украине нацисты. Знаете, все равно вот эти имперцы, вот это имперство, которое у них выпирает, как вот Хусейн говорил, там виновен вот этот народ весь. Я это тоже такого же мнения. Вот, например, в 2014 году есть съемка, где там вот эти подростки из Кавказа, дагестанцы, чеченцы, когда еще Донбасс, Луганск, после Крыма, когда они там орудовали, вот они начали отказываться как бы вести, это есть и в интернете, вот эта съемка. И там их вот этот русский командир, он им объясняет, вы что, короче, заднюю дали, мы вот вышли там, смотрите, мы как оттяпали Крым для нашей России. Прям вот так вот он им объясняет, давайте сейчас еще там газу поддадим, вам стыдно будет потом. Я типа вам сейчас, короче, передам там вашим командирам, потом пускай они там вас опускают и так далее. Вот имеется в виду, что они прекрасно знают, что они идут оттяпать для России Крым, что они идут оттяпать для России кусок еще какой-то территории от Украины и так далее. Там вот эта вот нацистская пропаганда, это вообще мало что, как бы, какую роль играет. Вот у имперцев, у них одна цель – завоевывать всех, порабощать и превращать вот как себя в рабов и других. Поэтому вот, что вот эта нацистская пропаганда, вот я считаю, что это не так эффективно, как вот сам народ, у него склонность к вот этому имперству. По-чеченски это лей эмалюс. Это имперство. И как Аслан говорит, или над кем-то, или под кем-то, вот так вот у них. Так, Ну, Хусейн. по поводу, вот сейчас Марс, да, по-моему, тут с один разговаривал сейчас недавно, украинец, наверное, да? По-моему, казах. Или казах, да. Ну, я хотел, он там про бомбардировки говорит, ну, когда вот эти вещи слышишь, да, люди, которые пережили эти войны у нас в Чечне, они чем только нас не бомбили, да, там и ракетами, и самолетами, и вертолетами, и с Каспийского моря долбили ракетами.
и наземного базирования, морского базирования, космические войска, морская пехота, кого только на нашей земле не было, да, и ничего в этом страшного нету, да, там погибают люди, но это война, на войне по-другому не бывает. Народ привыкает к этому, народ привыкает к войне, к бомбардировкам, приспосабливается, выживает каким-то образом. Это в начале, первые дни бывает, вот, просто когда ты не понимаешь войну, ты можешь попасть под какие-то артиллерийские удары или самолеты разбомбили, так далее, ну, под бомбы, так далее, бомбовые удары. И когда ты уже немножко живешь в этой войне, да, ты уже начинаешь привыкать и начинаешь разбираться в этих выстрелах, в этой шуме, в эхе в этой войны. Уже понимаешь, откуда что летит, в какую сторону упадет примерно, или перелет, или недолет, понимаешь. Потому что когда уже взорвалось, да, это уже ты живой, тебя не попало. А когда ты не услышишь, значит, ты уже умер. То есть на войне так, если где-то взорвался, то это уже мимо 100%. Во время выстрела, да, выстрел по скорости, пуля летит быстрее, чем звуковая волна. Поэтому звуковая волна себя опаздывает, а пуля или снаряд уже прилетает, взрывается, а потом только бабахает. Там сзади выстрел. Поэтому здесь народу Украины вот рассказывают, что самолеты прилетят, там будут бомбить, воздух закрыть, перекрыть. Абсолютно это ненужное дело. Нужно просто тупо воевать с ними, да, тупо долбить их. Вот сейчас я только что смотрел видео, где там аэропорт какой-то забрали, украинцы обратно выбили русских оттуда, забрали аэропорт, повесили свой флаг. Идет победа, там наземная победа стопудовая, идет, даже вообще никаких разговоров нету. А здесь просто Украине есть самолеты, мы же видим, летают тоже, видео есть, они сбивают русские самолеты, даже вот один пилот, 2 их сразу сбил, 2 самолета в один день. Вертолеты есть, у Украины есть вертолеты и у них. Помимо этого у украинцев есть байрактары, это сильнее, чем самолеты, да, потому что они громят технику, армейскую технику, которая на марше идет, а не на марше, где-то окопавшиеся, любых достают и любые долбят их. Это сильнее. Такой техники нету у русских, да, нету никаких байрактаров у русских, чтобы они могли беспилотники применять. А пилот все же, там живой человек сидит, и он тоже боится, да, боится еще больше, может быть, чем пехотинец, который на земле, потому что падать из самолета подбитого намного больнее, чем в окопе упасть на землю. Здесь просто надо немножко вот эту терминологию поменять, что самолеты, вертолеты, сверху небо закрыть, небо открыть. Абсолютно это не нужно умолять никого, не нужно унижаться. Когда ты это говоришь, да, получается, что вот украинцы такие слабенькие, да, они боятся, что если небо не закроют, раз они небо боятся, русские будут вот этот страх использовать, естественно, будут по небу летать, раз там боятся. Поэтому украинцы никого ничего не должны бояться, они должны воевать и четко понимать, что ни один натовский солдат, ни один европейский солдат не придет им на помощь. Ни один просто, потому что смысла никакого первого нету, да, у Украины самодостаточная, очень хорошая, мощная армия, которая запросто перемалывает вот этот фарш, который присылают им. Поэтому наводить панику там никакой нужды нету в этом плане. Аслан, я сейчас хотел бы еще, сейчас тут мне позвонили, да, на вокзале, там сидят беженцы у нас на вокзале, Хауптбанхоф, и попросили, чтобы я их немножко помог развести туда, у нас стадион там есть, там собирают этих беженцев на ночь, они там ночуют. Я сейчас должен туда поехать, я бы вышел тогда из этого стрима. Давай, Алсен. Я бы реально помогу. Мы тоже уже будем заканчивать, я себя очень плохо чувствую. Адикио, спасибо всем. Украина и Ичкерия будут. Да, победят. Да. Что будет, Украина? Я тоже вас тогда покину. Я тоже. Счастливо, всего хорошего, Адикей. Аслан, он дал маршал, дал
Если Балях волил, наверное, надо заключать там, мокшевать, Мегер, du dēries. Да, наверное, на Везде этом. колёвый, мастеры, дом, да. Аминь. Спокойной ночи всем. До следующего раза. Да, ну... Да, чурар ол yapmışlar. Мегер, Dadıl şu. Şu masaya давайте. büyük de kalıyor. Maaş var. Bejri. Ассаламу алейкум. Адикё Масера. Я тогда закончу. Вот к нам Рагнар Лод Брок зашел, и мы ему не дали слова, и я, если честно, забыл дать слово. Рагнар, и вам слово, если вы хотите высказаться, и после этого наш стрим закончится. Хези. Хэшу, Рагнар. Ник мелдиш кучу дабаган шейда эртубел да нятабел. Амин. Yon dik na roosturi. Island del Marshall hon is schuld sketch is dik roostette sugladoos aswarsa. Soare shmatche noch chuma tahduse dus. Weye musu awr way qam buga kush tamanyu qech kush way dia siar way qam khalqdo. Mbo de gelche Douglas min levela way noch shekh I davelche çok vice muhakilçe nakçılık Sundela sunhins İshan Hüseyns Orti Aslans Anzor Chantis Nikarho İbrahim Südüçega Nishit Üş Hız Heykaldolhum Dütser Etsvay Laduh Çerge Heş Çerge Rheşçe Tecimtser Laduhç Sen şeyne paydakhirder is şey sinoşlarurdur, şey damışlarurdur. Vay ma'ma'ni çok kısluş. Temş bu vay ruqa daser. Vay jim qamdu. İbo gagdat khartsut iyaqtiz. Kharts do aldiz, mis do aldiz. Vay xushlu iza ersi pachaqi khartsu vay xushlu. İtsanz nisa khilayat tsaro cho inzeri cho xalq dina. Xalq yaşdu. Xalq dir dolşdu. Vay hu eliliçe, vay mu xa'at bolçar, qibeş melço tsat yağatan. Şey sinoş tsada delçe. Üçter bu fuş xalq bir bu. Hoqsiya awra şaşmaşdu boş, la boşçe. Tsat yağatan melço tsar duqlan biçe. Vay xa diz sigaç eidlu. Ots örsischen Bochtbelcher zu Eidla Bolcher is Buchker Bojonia. Is Bichna Butzer Buchker Bolschlu. Zundela, way semchil dies, way aldolchilze dies, tagan bo kodonjach is way Oostuk noch chimata, tagan. Dukhan yoch schladuch, haj, Egypti Pachak, Eidel Bolcher, Zanni Agutzaloch, Harz du Olzer. Eidel gerga tsanni ag loch batsch tsan kha lil is audel bats tagan tagladush ashwarsa shash is Ukraine pachaqir qammatser Eidel nisdu elche shen ulla ersi pachaq quyu botsa shen choq tsuna zulendelu botsunda shash tsadiah tsara botsa otso inzeri sheganits bolsha shehum lardotsa shey bakharxu shey makhqoy larbotsa şey meldolhum lardotsa. Vay maat kel qisloq vay maat daloq vay sinosh vay dormesh vay mech nach vay kigi nach vay veji maat dadol vay mitcha vay dal mach o kichtuq vay han ditrechtu vay moch erlat herduni vay ta'i vay yiji vay nanoy vay duezosh Tajim sem khil dizer way sem hunsa dol ki shway ta'azir is bay deutel shara dün da bulbel twambu way khalq yashtu way kharkhan qatchots tsa khalq way el arbo shu qisa way tsa hoqqa har dün meld tsatsuma dolin har duy wajdu tsigacho bez twambu el sham waj qidek el Kumas sumya erweki ginah gulbin ochu qisaway
تيجا إيش بيلا زودرش تاع حق شيطاني بيش ثاني دا يخش خلق خو خلق تيجا تعامل تخلق يوقت إيرني حول تيجا ردين دا حقش تكوش بوش وي أوكرين مختواو ليش بش وي نخشي بو نرجعوا هو أديش تيجا تكوش بو إناخ تانتا وات أرسي بتشاق بيح ولتي بيحش يا ول بلغ دوغش وات وين نرجعوا أديش وين خوش لويز وين خا ما حاولش بوتش اتجات يعمل ريكتنو يكيجي نخشي دهم دوتسن تيق عليش مبو وين خوش مدوي نساعدو حاولوا مودو أحق أرجو بان تيق يوق بلش تغن خزق وين اتسير أيد لابو أوكرانيا أيد لابو اتاتيو تاتسوم شو تجاليش أرخامي خلولي وج تاتسو مسيتشو خلولي تقبض تجاليش بيت إرسان هنس واخين بابا قربه تعواخين كيخنا تبع يازن بيس بيشبوش شابش أزغاسكش بوخ باللي يشبوش خلقلش وين ما خقر ويت أحسن صوت نقطة هذيك خلقلش أوكرين قامدو أوجر بوبوش بش يحيل تير قون في بوخسيجا أز أرسش جالبو ليش بوش أم بقدو تير أيدلا بش باتش إنت وان بول بالي تير دوش در حول أمريكا بچالقير تير كورت كوغل خوشوت يا تير سيوس خوشا إشتباه غاتش بوشون إشتباه غربوشون إشتباه كاتش بيل بوشون بوش لاتشت أوكرانيا تير خرجن بوشو بچكو ها بوغر باتش تصباح هو أديش دوي ما ديتيش إشتوغ ما تشاهدينش يقول إشتوغ إشوين تلات غاتش بات إش إدوق دوش إش كاتش باش بوش تخوتات برتخل بغاتش دو هنس برتخلش بو بوش يومش دوش لا إنا أستنا ليش إنا تشوتس ونا توربال خوين ليش بوش وما واتي توربال خو وات إلي واتي إنزلي تشو يحيولش يدوين ولوش تقا واتي وين خوش لبوك خوكشان خوش لويز حونا خاي ورسي أصلا إدوي إز إشت هون خا ما خايس هون أتسقون أبول شارنا خا وعودة الخدمة تديزي حقيقة اسمه بو تحقيق سو أبو دويتشو ناقيت سو مسومان ريزوات سو دويتشو ناقيت أم خيت سو أوديت نو ريزم خلا مسومان يشمات اسبوع وي اسبوع كنون اتش وي تصاحبي واتسا وي نوختشي سونا قوام خيت سوم خيت قوام خيت وي لبوي ادمي دوقا غاس قتشنا حون بعدك ديزا غاس قتشنا دوقا ميل بيور اي ولا سون قريت قدم اذا فاسون وي تان هينس اس دوتش وي نقبع يرتيت مناس وي دوتش وي دوتش وي قيت سو وي بوغما تغن حچو باخن غاس قشتان تبا يشما يوتير غاس 300 سجوين وال نوختشي بوي سو юридически чекаякка должна сун сей винч дюнда алишо со кит ми ваш дюнда следователь бобалуш мечтаешь ин ورسو دوم داتر سموح حباكن بر غاسقشن يقوان سو دغوت ويتر سسن مечтаешь سو نيسكيت سو اخكيت تبغى يشوتير داجين سو ايد ارب وراس غوردي باشي خريزش بلا تيكشي هو سو تيك تسويت عليشو اخيت سو اخيت اما ما سانم تغيتون ساريقه نيس بو اسبو واهبوخشو ويش غوش خيتون سو خيتون ابو بوي تبوخ ايش نيس بو بابا بوش موتيك بوش عشوك سو تاك سو غروش انت يوم جديد بوش نيس بو اسبو كنون اتشا هم شادو هما مودون اتشا تغن هرتام ديتي ويل غرش تام دو الشخص ديز ولا دوخشي اتشا مو ادون اتشا سون خسيت هربال باش ليريس خليلهم دالميلياز دول اشتر ما هوش بيخشى هون خسيت همي هون خزبشون بوشلات اس اشتقيم داتsa تاتبوچان لدوخش دايلچ ساچ قيترو اسبو كنون اتشا خرص دو الديز اس يو دحرسو داولشنا ايلر غاسقي ارسي بچالقي خرچو تانت اغوتنيگه خرڅخل يشيات سي اشتان تنيسون تاني چخ böyle bat تردوچك تا دوش دا ترت تيش نگردات اوكرانيا تيرقام نيسدو ام بو دو تيق دو قمشدو ليش اي اغا چوسو قيتو اصلا قيت ما قيت اسمي ويش تندل اس دو دوچك قچا نخچ ماتا دوچتو und ercho وي نخچشت قيت ترها
تالش دينا ورسو نوخش ماتات سونا لاتين دوي كان ده كيف واشم اشتاجين بعد يرجع دا وشابش داس بقول دا بقول قزر سهو على ها ديك دو سهو على شو اسم برغة توتو ادوش دو سهو هم تحكوا شو ازديك لدو ابوشن هنا اتساتس دو همش دوي هوتنا يلبز نيش خيل نيش دوي هق دنيا نعمة عليش دو هق تحكوا شو اهدوش شو تحكوا اهنيسا اول هق تسقيش دوك بو هندي اتشا تسويق اتساتس همش دوك قيتيا تحكي ويسها اديلا هقو سووه كروك هقو سنكل قصروك هقو سيوت بال باتس هقو خزق اميادوش سو اتمتك قواسان يوكان ايرن سونت عشين تيين سو واحكا ويحكن سو بيحكي من دعوربو إيش ما دو هردوني دو خلق اشتلق وي يحيوش دو وي توربال خوي دو وي نخش دو وي هسقيح ديدين دير دات وي تسدى دلا دلور دات إيش تحيق الشاق والويس هردوني إيش دات ميرلي تاني بوي تاني داتوش دو جرز تاني تسخولي تيجا إداتولي خزنيك سنشو ويلا ياش شاب وقت بالكوغن تاشرن شيشرن قاشرن ولا يو ديلا اتنا هرديش هرخردق وقنا هرديش هرخردق بوش اشتهم ما دوير تا بوخ بوي تا كيتشن بوي داشلور هم هو ديلا هنستانلج دينا يورسيت اس اوكرينش تلترنا تغن كاتشبين باتسر اتوام يحالف دي شي غوشتو ستار مودون يالچا هردوني تسناخا دوليش اتمت تقوش حكمت هرهم داش هنز دوني تاكس دول هنيس تاع شقو بوتحلق يدخلاري دوني تاكس ليدر ديلا كي وانت اياه شوكتر خاركه وانت اياه شوكتر وهنز دوني تسناخ دولي نتسر إيش بو غاسك تسان خا ليل إرشي أودل بات وين إيش أودل خيتها بات أودل بات إمبيريو لا بوخ كاتش بوي دنيا نعم عيدل كيغل بول ناخ كاتش بوي هنز شيك إتساقاتشر هو أدير دوش أتسكي برد بوقتر از بوق دات سر خير يوش دات أم خا ديز شدي خا ديز هوي تانيش دينا سون اتسيقا دابون وي نوخشي بيش خزنيخ سنشو سينواش دامش سقوق ديش شيلو يوش مطل لوش چوق بيش شنتي چوينش خليش تسيقا إنزري چوق أحاقا وي بيش تانتي أغويتن وين جيرت سر ديني كودر هل خاركه وردون dat ser prokuror wet klochar ozgaskes da'wix it's way tsiga wol mansur wek khewek otsani qiqish inzeri cho nit binatsa tsundela way cho sem khodies es yugat aqabo tsan khodalu shek dik do dagoy ambo do khadies shin khindig shatsig dawole bukh ya chubiz taleshina hawel leo shubo shwetsa edelsa kugo kubo sats elerso وإذا ديزي ووجد ديزي تنقوموا تانلش دينا تيجا شاسالتي بور تربو صبور كدك صبور ديك دو يلا أمريك نو أم ده روسيا دعك نيتسبول شو أمريك نو شاموي تربو دبروولش بوي تربو أم صبو وشام غوربو أنجليزانش بلان دبروولش نو بوي تربو صبو ويا تسنديلا أقوقز ديار ساعة شكلش بول غاسكش أغور شكلش بول غاسكش وي نخشي شكلش بول بيش وي هو أباغها خلقش تقوي قامدو وين تتسأتو تسارقيتو هنستان ليش دينا أرخامي وي تسودين دول قميال ديك لدو أخشا وي تاق شي وي آمال خلصن ليلش دول همشسن ليلش دول حتشو بيحكن شارسن إحاق لها تسعول هو تسنا إيشور جازدول هو توك يخشل ستانسي لقيه لها قيتو وين تتوشي شاو إغاستش توافقل قيتو وين تتل شو وين ميتشا وين تتل شو قيتو وين تقصر إتسه وين قو كيلومتر مجواشين هقل بلش سيحتش وين تسويق قيسدلر تشيم حيق الخلمديزي وين ماحي خرخي وين قيسدلر خغول خدات تجيم أتصل وين تهرنيس بيش أتصل وخلق كل شيء تجيم ويليش ديك درق من الله والله عجل حسين سبوتش يعني تالجنا حسين غال كوارت لي بوتس واخوي حيق لهم دوت دلا أتصل إيش مبوخ وأرتي أصلا سبوتش
إزما بوتشو قخارت خم دويش موات إتاني مت إتا كل كوش موات نيكر خو إبراهيم سو بوتيش هر إدواق دوش قميال دوتشو شا خلولين شتدو استنتو وش ويز تسنك أنتو بودك دوتشو خاصلك تدوتش ديلا إما بوتشو الواحد تسمت عشوق إذا وي تارغاس كشوية نول تنت إيقظ لأسن غر تا تاهو يتسو تا دوتشو خون خوب شويس ويتسك ميلو تون إلي والوجو تفون ديلنيك تاقتون وشو قيوك وو وي تسمخ المديزي تو تانج تار إيش غوشاق كاتوقع تا أوكرينش بولشي بون هوني هاديني تان قوم تسديشتو قميال دو إيش واقعت بيز غاسك مهتا أوكر بيوش كيبر ليلا حقل مجين يغا تحترخل إشاويغا قيتيو دي آر سياويغا إماجواشيوي تحسور تخولي قيتيو داقوشتك مسيرة تحسور قيتيو اسموبو تانك وين غاسكش إتيلاندو زواربدوي إتيلاندو زواربدوي أوتسكيبر شاويك إكلون سن قيتيو ميشر هدوتسوش ده حق سياويك هرويتيش حق دياويك هرويتيش ناغن خاق متساوي هوليوشتو وي هدوتس تان وي تحترخل قيتيو تحتساق يوتسير كاب كوت كاب قيتيو ديلا لدوش يخدوش وتيش يعني هني عدنيك وقعت بيزيش ايش بشمال وقار اوكرين شتسول اسكيتيو شيء دبلوماتيچنا خز شيء قميل وي انزري تار بوش بلاها نخ شاشطوان بيش بلاها بوش بلاها شاتوان بيش وات شين مارشو يزبوش دو انا ايتيو اون خاما كاي دبلوماتي ما هيس لا قيتيو لا لانشان تشو شنا غاسك الشمول هرت كيلو يكن هم دوهر اولي شاش خرسون شو شلاها اتجا شي تاع ميزان تاني دو اولي تاع باهنغا دوي يبان وين خوش تلا مخ دلها تاع خاع تاع قيتيو وي شارع او يو تاع دوش يو تاع دوش مديت يالشو اد يالشو تقيش شندل وشادش خلقو اغاش ورسه شندل تعدي خردر لدو شارع بو انا اتهار شاشتا ديش دلها شاشتا دلوش دلها تان عيد نزمان ثاني خلولي وج خلول حاجه تاون وج ارب الكوتشور اسلام حسين شا ارب تكتب يحكي ناخ بو شاتان غدا ويد اذا دميغردو تاون مات بيت بيزا اذا دي شانوخشو اتمتا شو غدا وي انوشم شو دوا غلوس ايغوردو ايدوسردو ايش بي بيز وي ما هي خرخي اتنا هو قدات اسنا دواش كيچ إذا أولو ديتن وين خليك ودو وي أتسبرش بوغا قيسن هشامل دو دنيا يستخدم وي خلق ديتن وي خلق دياشخنا تا وي دوغلوش يا دوش يلا بات خلا تاترك تات شيكوتاغ اتسارا ولا تادوش تخلا بوغ بو دات خلا تا خلا شي خلا تا يدق دات يدق بات وي خلق دينا اوغر وي دي اشخنا وارتصح وتعاوش هو أوي ميتش دوتش سلارش هنا حق أتمت حق يوروب خلول أمريكا خلول أستراليا أتمت وي دقاتش متى ودقاتش نيتسكاتش متى أتوي بلاتة تندلو إشتوي شادش خلطر ديسنوي ويقوز حكيتش تناخ أوه دوق دوان خلقيتش إرسي باتشالقي تسير عيدل خلولي تسير كيغل خلولي شوي يغط عن باور قوزر حق ديان يونيا تنا تشوقوسن هرمتك شوي خياس سورياتش بحيوت لوش وأوضل هوت ديز ويدوزلك ويقوزا ديشيت ديز ويقوزا داتر دليت ديز خنيزم تاع خلق ديز ويحق ايدلش حق باتشالق حق قومش ثاني بيرتاخل ديز متاخل ديز حق ارجر دقو خم حالات ديز عامو ديز فيش بايدح ديك خلق ديز فيش خدو خا ديز وينك خدو لرد خا ديز صاحبو تشارتاني قيغامبل يوش دات وهم داش يوش وين خوشلو إزنتري تشوخ ارسي عيدو كلا قيسن خلق باش وطعن دوش يشيوش صداقة بيتشوش لاتوش دو إقامة دوي دين إقامة دويز ويتارع دوليش ياس ويتعدو ويميجيش ساعيو دو علي وش دو وياهم بعض إيش يا عودلي بيوخيت شي بوخ بلي خيتش دويش داتس وي دالمولا إيوه قام دو بلش تبيت أسبوع ديش راسك شن بوخ بلش تبيت لا إيشم شاش إيشم وين خوش ما دوي وخ لك ميلو قدك دو وقام خزر قام ويتير بيسندو قام خزع وليش دو معنى ليش دو ويقام
وي خدو ميشردو خدو خوش وي غوشي تان اغور لرلوش غوشي سيداش غوشي تان اغور ديبر حمدوي وي جيم قامدوي وي جيم قامدوي وي هو اديشو وي دوقام داتس وي اول وي ميشن داتس وي ماتش او دو بيخش داتس وي دوقام داتس جيم قامدو اشتوندل اشتا اشت دي خدرق وي نوختش كبو شركت اخ اتسوي واخوشي تا دوس بوش اتشيقو تاق واخوي ايش مو يدرون ناتشا اي اربح كانو هو تنا يتعدوش تو قيميش دات حل دو حطوان بعبال جدين دا وي بوسل بخديزي وي دينس خديزي بوشتو ايهمش دوش و اتناغن كولا يحكن تنا انخ اودل بيان تشيقو دو يبقدو اتنا استبو و سوريزو اتسو الشن امبو دو وي تيك دخش وي بوسل بين دو وي دين تيغا تشادي شو يوروبير اغو تشبو اس تيغا ويليل ديز حدين دوش اربع لوتسيغا حبوسل دين مردا ارو شوتسيغا بيشطام ارسي بچال قنيقاي اوكرين بچال قنيقا بيوچ بامبو هردين دوني اوكرينين تيح غتن دو بوش تات سانتشيا ليشدو خوخو دوچ كودو خرڅو یوچ موي وای نوخچي یو څه یوشتو هم یو قوش مويز هڅګوا وان ماجين واخن سودين دوخ شو بوش وای بوسل شناغن پیدا امدو بوت څه 6 مليون بوسل تګمو اش دوچ كودو هايدل هون دوچ دو يهمش دو قومش دو وين ديت قانين ديتي وين نوخچي ما تا سون غوتsa دوچ دو ديريس فلوندي راجنا دامو حتشو ولا خان تا ديسترير دوي نوخچي ما تا دي دوي قميل ديت دي شومش دو ودابو شنابو عمبو دابوش بو كديرواش بو ريزم سان سجوات بعدك دي شان ريس خلشان متكتبتن اما دقو عيغنا بوتو يقدا عيغنا شا حائر با خوص دي زوي تا وقتنا شي وقتنا دا توم سيغو سوتربو سيغو غاسقي ايشربو تندل دا ايش تاع بد دولينيا مبويتي تيكتوجنا دا اوتشيتوت ويا قهيت مخل ديز ادماليوشل ديز وي وي انخيت مخل ديز وي خرڅو یوچ بول ناغن وقت تديز وي هو اديزون اتشا God bless America اوشلي اي ابيس وي قيت اسمو با دا بيك امن ديريس وي ديريس مسانا كل اوتسويسكن ولش دالوز وقنديلا خرڅو ايش يول نيشو تا يول وي نوخشي ديقز قام برتا دوقيل دال وي دوبتيل دال مسو اور ديك شومانتا نيش شومانتا وي نوخشي قوم تو بويل حق نوخشي قوم دوغلوس امن اعمل الشن وين زولا ميلدلشن دال بيقم بويل وي تشن امن ديك رابيلوك شابش امن ديريس خول اوختادا نو ستريمين سم نوخچ ماتيلر كانيتس نو ديريس خول ديريس مثلا هنا هول ديريس адекватно маршал. Всего самого хорошего, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Дерес хуй машарна, бюст декалёль масера. Ассалам алейкум, адекватно маршал. Все будет ичкери. Дал мула. Так, дамуе.